общения между собой. Также я хочу, чтобы каждый из вас понимал, что у нас в эфире, конечно, нужно не забывать, что у нас в эфире большое количество взрослого населения, так сказать, и нашего народа, и соседних братских регионов. Поэтому прошу не выражаться, и вести себя достойно. Все чеченцы ламры, конечно. Все нохчи, тайпы, вне исключения, без всякого исключения, они являются горцами. Кто-то там может назвать их ламрой, кто-то ламанхой. Каждый пускай называет так, как считает правильно. Но у нас нету плоскостных тейпов. У нас не может быть плоскостных тейпов по сути своей. Все спустились с гор. Это наша историческая родина. Плодородный с гор вниз. Если если вы люди верующие, вы веруете в священное писание наше и хадисы пророка Мухаммада, вы должны знать, что Нух, алейхиссалам, тоже его ковчег сначала сел в горах, и с гор, чем больше вода начала после всемирного потопа, с гор начали спускаться вниз. Так что я думаю, это логически, я думаю, это правильно. Это я как в качестве примера привел. Сразу прошу, чтобы не говорили того, что не стоит. Поэтому должны знать, и расселение, полное расселение уже после нашествия татаро-монголов уже в 15-16 веке начали спускаться с гор вниз на свои плодородные плоскостные земли. Так тут это даже не обсуждается. Что касается термина ламру и ламанхуай, там есть несколько гипотез по этому поводу. Все до сих пор спорят, что из этих является правильно, что неправильно. Аллаху алам, будем разбираться, смотреть, насколько это достоверно. Насколько достоверны эти полевые материалы. Время покажет, и думаю, что мы не останавливаемся на том, что находим, публикуем, работаем над этим. Я из Нашхуай, я из Ламанхуай, но не из Ламрой. Каждый, как говорится, Ламанхуай или Ламарой, это уже на свое усмотрение. В любом случае, что бы это ни было, термин в переводе обозначает горцы. Хотя и с тюркского языка, если я не ошибаюсь, терминология горцы у них записана как Таулистан, кажется, тавлинцы. Так. Давайте продолжим дальше отвечать на вопросы. Иналов Адам, твой вопрос я получил в директе. Более подробно проверив, я напишу ответ тебе в директе. Я редко обсуждаю здесь тейповую принадлежность, и все же все узнаете, когда я напечатаю, посмотрите и узнаете. Тут каждый может соглашаться,
кто-то согласится, кто-то не согласится, поэтому после публикации увидите, в чем разница и почему вот есть такие высказывания. Каждый, конечно, понемногу убирает. Вот так вот, поэтому думаю, с этим проблем не будет. Так что вот. Версия. Я приму любую истину, иншаллах. Вот. Принять истину — это черта характера истинного, достойного представителя нашего народа. И это, конечно, нужно знать каждому. И важно знать каждому. Похоже, что на это, некоторые говорят, что одно и то же, некоторые там различают, но фактически это должно было быть одно и то же. Нагрузка на это слово. Альхамдулилlah, диктавошу. Защитники не скажу, если ламан хуай — это защитники гор, ламан хо — это горец, поэтому это разные вещи. Хуай, ламан, горные защитники, ламан хуай. Ламан хо — это горец. Так что как-то вот так вот. Алейкум ассалам. اشتحماش تقشو مارشو سلام مارشو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. YouTube чурвежри, ижри, масярик салам маршал духшик. Всех приветствую, рад видеть всех вас у себя в эфире. Когда при Ермолове чеченские милиционеры писали в рапорте: я чеченец такой-то, такой-то, горцами писал, он же не могли писать чеченец, воюет с чеченцем. На чеченцев. Нет, это чушь собачья. Рапорты не писали, там было все очень просто. Брали аманаты, детей брали в заложники. Таким образом делали из них своими представителями. Об этом все знают. И ничего нового нету. Во-первых, их переселяли на плоскостные территории, давая им огромные земельные наделы, чтобы было проще управлять, чтобы они не поднимали восстание. Потом, несмотря на это, когда чеченцы чувствовали несправедливость, они все равно, оставляя все, уходили обратно в горы. Изучая психологию и методологию Нохчи народа, Ермолов принимал все больше и больше изощренные методы на Кавказе. Это разницы нету, относилось это к нам или к другим коренным народам Кавказа. Само собой, по его методике или же сжигали села, стирались с лица земли, брались дети, родственники в аманаты, и вот таким образом. И если сказать честно, даже у Ермолова, несмотря что плоскостные территории были полностью ему подчиненные, не было такого большого количества милиции местной, как пытаются многие указать. Некоторые указывают, что сотня, некоторые говорят, что до полусотни. Не было такого, чтобы прямо весь народ служил там или был при его армии. Да и он относился к ней пренебрежительно, очень, так сказать, надменно, не только к ним. Некоторые ученые утверждают, и историки утверждают, что называли тех, кто сформирован и расквартирован был на территории Чечни. То есть чеченская милиция — это та, которая была в то время, проживали на территории нашей родины по территориально, там Кабардинская сотня, там, и так далее и тому подобное. Чеченцы, само собой, с первых дней начало, так сказать, начиная со времен Петровского похода, оказывали жесточайшее сопротивление
в понимание того исторического периода, прошу не путать. Поэтому говорить, что они сразу добровольно вошли или и так далее, такого не было, конечно же. И со времен появления на Кавказе Ермолова все усугубилось намного больше. Не забывайте, что, во-первых, были выбиты, в начале еще до Ермолова были выбиты с левой стороны Терека представители нашего народа. То есть кольцо было настолько плотным за Тереком, что фактически невозможно было не задеть чей-либо хутор. Так, кто видел карту 1783 года, вы можете увидеть, насколько плотно были эти хутора, распределены вдоль реки Терек, начиная от крепости Моздок, заканчивая Кизляром. Эта карта наглядно показывает, насколько хутора были прямо вдоль. Но несмотря на это, конечно же, нападения чеченцев происходили, скот угонялся, воевали, не получив нужным образом, так сказать, эффект напуганного народа. Ермолов перешел Терек и начал загонять в горы обратно чеченцев Нохчи и занимать Сунжинскую линию. То есть вплоть до реки Сунжа были эти земли тоже освобождены, Нохчи были загнаны в горы и построены крепости, начиная от Владикавказа, Назрань, Грозный, и вот дальше, знаете, как у Петропавловки. Вот таким образом появилась вторая кордонная линия Ермолова. Ладно, давайте я буду отвечать на вопросы. Вам, походу, больше интересно. Башлам, еще такой вопрос. У Нохчи до советской власти не было фамилий, то есть всех окончаний его. Я уже миллион раз говорил насчет фамилии, это все прекрасно знают. Что фамилии вообще появились на вот такой российский лад только в 19 веке с появлением царской России на Кавказе. Бях мобила, если вопрос уже звучит, новичок. Бях Цабелей. Башлам, у нас в те времена разведка была. Конечно, была. Разведка была. К чеченцам относится, к души тоже. И у нас на сегодняшний день, первый донат это от брата Асламбека. Брат Асламбек опередил сегодня всех. Ассалам алейкум, братья. Вот такой вот донат прислал брат Асламбек. Ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракатуху. Асламбек, Аллах да саадуэл болдиснек эзершкасы удолил өзіне. Так, Башлам, ты слышал предсказания амазонок про озеро? Я в предсказания не верю, все в руках Всевышнего Аллаха, а сказки норнийцев я слышал про лебедей и все остальное. Это не подтвердилось. Мы разговаривали с потомками шейха Даниэля Арсанова, и эта бумага не имеет и выеденного яйца. Недостоверная информация. Кто-то просто, видать, Башлам, не могу написать в эфир, Рустам Грозный. Я не знаю, я никому доступ не закрывал. Доступ открытый, каждый желающий может написать. Если что-то у вас не получается, возможно, вас то ли забанили или жалобы накидали. Я не знаю. Но я никого не закрывал доступа. И если бы я сделал это, то вы не видели бы мой эфир. Ассалам алейкум. Давно не слышал тебя, Башлам. Алейкум салам. Ну, я есть. Среда, пятница, суббота, воскресенье. Эфиры пока, по крайней мере, некоторые наши братья поддерживают, помогают. Эфиры не прерываются, идут. И, как говорится, по графику. Вот. Да, еще просьба, зачем вы эти пустые аватарки делаете? Чего вам бояться? Хотя бы поставьте, не знаю,
гору, башню, что-нибудь свое. Ну, не знаю, с пустыми аватарками. Башлам, будет ли правильно называть историю 18-20 веков, историю лесного народа, а не горного, если они начинаются с леса Ичкерия, а не на Шхойовской. Нет, это и то, и другое абсолютно неверно. Горцами были всегда. Что касается леса, ну, леса, и лес был священный для нашего народа, и лесные массивы были вплоть до самого, в основном, просеки были и до самого терека. Поэтому, Башлам, держись, через 3 месяца весна. Через 3 месяца. Главное, чтобы я смог быть через 3 месяца. Это соседи. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Чекери нет гор, что ли, они думают. Ассаламу алейкум. Интересно, когда и как и по какому принципу чеченцы формировали тейп. Формирование тейпов некоторые говорят по этнонимам местности, вот, по названию местности, рек, гор, после и от тех, кто по именам своих родоначальников писали. Ну, некоторые говорят, что с 9 или 10 века, насколько это достоверно, нужно проверять. Хотя, честно сказать, есть некоторые тейпы, которые появились намного раньше, чем 9 или 10 век. А мы можем сейчас претендовать на наши равнины, которые заняли другие народы законным способом? Нет, не можем. Все в рамках законодательства. Нарушать законы никто не должен. Ассаламу алейкум. Валлах рез хейлхун. Надо говорить для того, чтобы наша молодежь знала историю, где и как были наши границы. Алейкум ассалам. Говорить, рассказывать историю мы можем. Башлам, хотел услышать от тебя о Тайпе Мелларду. К сожалению, от меня о Тайпе Мелларду вы не услышите. Я о Тайпах редко рассказываю, и я в основном пишу про них. Рассказывать про Тайпы я крайне редко берусь за это дело. Что касается Мелларда, там есть несколько версий, и эти версии описаны у Амада Сулейманова. Вот, а от самих Мелларда я слышал такую версию, что они являются представителями династии, которые распространяли веру, и пришли они с арабского полуострова. Насколько это достоверно, не знаю. Inbox 90. Ассаламу алейкум, брат. Сон реклам я швац, ахи. Алейкум салам. Хане я шусу реклам. Где я вроде никому рекламу не делал. Вот то, что я слышал. Сегодня тишина. Ну, я зашел сегодня чуть-чуть раньше, 10:30. Может быть, поэтому посмотрим. Посмотрим, будет видно. Ханхуат Таранжав Жуап Дело у нас насчет гор и лесов. Если ты про это говоришь, я ответил. Если ты не послушала, это уже немножко твоя проблема. Вот именно ты мне не делаешь рекламу. Инбокс 90. Но у меня никто рекламу не заказывал. У меня рекламу тот, кто заказывает, это делает в директе. Последний. Ассаламу алейкум, ухчу алейкум салам. Последние 2 или 3 человека заказывали у меня рекламу, и я выполнил, как говорится, свои обязательства. Почему ты не послушала? Ассаламу алейкум, мержуев тайп. Ва алейкум ассалам. Мержуев тайп. Нохчи тайп дух. Варспайт. Варю педошду. Така цену якоман тайпаду. Вар диски мержуев шклять. Ареал распространения большой, не маленький тайп мержу дух тайп, да. Така. Начиная от запада, заканчивая Ауховским районом, между Сумете Ашеву, в том числе даже с юрта, с родовой юрта. Поэтому
Башлам, братик, как я соскучился по тебе. Как ты тут? Валикум, братан, ничего, держимся. Живой, по крайней мере. Живой, здоровый. На голове волосы не выросли, борода, иншалла, растет. Вот. Денег как не было, нету. Мы читаем, публикуем. Вот. Между будешь мотыгец, щеку я отсюда. Так что между я тейп. Вайцахиду элладац. Забудь о волосах, брат. Я тоже так думаю. Забыл уже о волосах. Мой денег мек, чтоб Аллах дал денег. Бог дал, Бог забрал, Бог стоит духой, иншаллах. Ладно, ушел я. Ладно, на свое усмотрение. Башлам. Деньги зло, а волосы у нас еще вырастут. Тогда, если деньги зло, у нас этого зла нету. А что касается волос, ну, дильдо, да, дина грезуху. Ваш тройц эн нохчебу. Шатойскому кластеру относится. Ваш трой, ваш андрой. Вот, это чисто наши нохчи тейп, ну что ж, хаял худуцарах. Воинственные. Ну, шатойский кластер в основном и были воинственными. Хотя это вот, начиная с предгорья, и первая такая наша оборонительная система была. Шатойские ворота. Вот. Поэтому царская Россия знала, куда, где у нас, как в горы пройти. Да, с рыжий вож Ченты. Ченты борз. Чентийский волк, где он деется. Рыжий чентийский волк. Кстати, рыжие волки очень большая редкость, но они есть нашу. Башлам, когда начнется процесс аннексии наших сел с той стороны? Нехорошее слово, аннексия. Я такие слова не использую. Каждое слово, за свои слова всегда приходится отвечать, поэтому какая разница между ваш трой и ваш андрой? Ну, как... И у нас сегодня второй донат. Это неизвестно от кого, но кто-то задонатил. Аллах дал саэл. Так, поменяем позицию. Ну, вот. И те, и другие, и ваш трой, и ваш андрой являются чистокровными нохчи. Для меня это самое важное. Не забывайте, что я вам несколько раз и всегда говорю. Для меня важнее всего это национальная идея. Это наш народ, наша родина. И это неотъемлемая часть, неотделимая часть нашей истории. Мы должны знать это. Поэтому тейповая система, единственное, что я могу сказать. Нохчи ба, нохчи бац. Вот это я могу вам сказать. А так, в принципе, географическое расположение, к какому кластеру относится. Вот. Мусульмане мы и так все. В основном ДНК-тесты, вы знаете, у Пахрудина Арсанова есть. Поэтому почему они всегда говорили Кенж, а теперь Кенты. Ваштру, Вашендру — это одинаковое название одного тейпа. Дженчур, я это уже говорил много раз. Это Руслан. Руслан задонатил. Ой, ваш Руслан дал саэл. Я это донат табудис на кезаршка соудолил. Сейчас сообщение пришло позже, и Руслан задонатит. Да, ласаду эльбудис на кезаршка соудолил. Огромное спасибо моим братьям, подписчикам, которые помогают нашему каналу, донатят. Вот, и поддерживают нас в нелегкие времена, так сказать, пока для нас. Но ничего, иншаллах, мы очень готовим с каждым разом все новые и новые материалы. Вот я последние, наверное, 10-20 материалов уже по междуречию Терека и Сулака опубликовал.
Вот в основном и про Эндери, и про Каспийские земли, и где проживали. Вот дальше больше посмотрим. Много интересного. Не забывайте, что периодизация у нас какая была. И карты все будем публиковать, да, по мере возможности, конечно. Не все так просто, если бы все за охапкой расы было готово. Магамба уйкучу ахаатсу, магамба уявац. Не знаю. Слово аннексия не самое приятное, поэтому вот мы, конечно, стараемся говорить, но задавайте, конечно, задавайте вопросы, если есть. И брат Лечи задонатил. Лечи, да, сайла, доната, да, духу ахвал. Бодиснак, эзашка, соудолил. Ну, вот, сообщение поступает сначала, а потом поступает. Так, Башлам, Л3, Индия, Южная Индия, Дравидийская, Тамил народ. Да нет, послушайте. Ну, Л3, Индия, Юй-Хок, это все неправильно. Смотрел передачу о языке, часто у них уходит на копию ногчи литературного языка, это уже официально. Нельзя говорить, что Л3 с Индии там или откуда-то еще, это неправильно. Башлам, результаты переписи Хохлоровой. Результаты переписи будут известны в марте месяца следующего года. Башлам Мелорду, это чеченский тейп. Весь тейп был сослан в Казахстан вместе с чеченцами. К сожалению, я не могу подтвердить данную информацию. У меня нету такой информации. Что касается сосланы были все, кто проживал и считал себя представителем нашего народа. Башлам, ты сам подписан на исторический канал других стран. Можно было провести форум с другими историками. Любой человек, который хочет провести со мной диспут, может отправить запрос ко мне, прийти на канал. Я готов пообщаться, обсудить вопросы по истории. Я только за. Но кроме тех, кто начинает выдумывать, фальсифицировать, рассказывать мне сказки. Да, есть критические моменты в нашей истории. У нас в истории было много чего плохого, хорошего, но наш народ не такой большой, чтобы сплошь и рядом критиковать, поскольку есть недостойные соседи, которые используют вот эти моменты для того, чтобы потом раскачать ситуацию внутри нашего народа. Ассаламу алейкум. История Чечни. Группа есть в WhatsApp. Ва алейкум ассалам. Наверное, есть. Я редко в каких группах. Я всего лишь одной или две группы в группе. И в других группах меня нету. В Фейсбуке я в разных группах, конечно, смотрю, читаю, потому что там более взрослое поколение. В остальных группах я отсутствую. Все материалы я в основном или читаю, или же мне мои подписчики, которые отправляют, проверяю на достоверность и публикую. Хочу попросить прощения, так сказать, мне написала одна сестра из Адыгейка или Черкешанка, как будет правильно, выбирайте сами. Дело в том, что было, Башлам, имею в виду историками Грузии, Армении, Израиля, было бы интересно. Да я с радостью, честно сказать, с радостью. Было бы... Я опубликовал статуэтку. Там дело в том, что указано было, что это ползущий воин чеченец, но ко мне обратилась сестра Адыгейка и Черкешанка, как правильно, сами уже выберете. Она сказала, что на самом деле Черкешенко, что это статуэтка не столько чеченца, а сколько черкеса. Эту статью я, конечно же, удалил. Проверять, поскольку была прислана фотография, фактически один в один она была похожа, но немножко другая, но все-таки я... Черкесская правильно будет или нет? Я удалил данный материал, потому что пока Черкешенко, я удалил данный материал, пока не проверил.
и не собираюсь публиковать то, что является недостоверной информацией данного. Если есть официально, если напечатано в документах или же в книгах, я имею еще право ссылаться, а так нужно быть осторожным, дабы норнийцы не использовали этот момент. Мы должны понимать это. Юрта, ты уверен, что ты не ошибся с каналом? Софико, наша грузинская сестра, соседка, рад приветствовать тебя у себя в эфире. Стабильно выходит передача, слова из диалектов свои говорят неправильнее, говорят на нахче литературном языке слово кенти уже многие вместо диалектического кэнгш используют. Дал сейдуашу салам, ярчан, алейкум ассалам, ассаламу алейкум. Уж если я где-то что-то не заметил, не обессудьте. Вот, потому что не всегда успеваешь и замечаешь все. Могу что-то не заметить, могу что-то пропустить, но переспросить — это лучший, конечно, выход. Ибраим, если будут вопросы с YouTube-канала, перенаправь их, задай. Точно так же, как говорится, до сих пор были кенгаш, а теперь кенти. Видимо, конкретно хотят размыть исторические моменты для связи. Ну, грузинам, миру вашему дому, братьям, Гамарджоба. Гамарджоба. Со словом коу то же самое. Гуно, ты ударился в лингвистику? Баракаллах. Софика меня заблокировала, перепутала с фанов и сказал, что они некогда были чеченцы, по мнению Бакаева. Но это мнение, которое всего лишь гипотеза, не забывайте. Ассаламу алейкум, башлами гаагеншка, ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракатуху. Я им в группках, ясно как. Но у нас был один лингвист, хороший любитель по диалектологии, Вачанти Вашвар, но он пропал, не знаю, куда он пропал. Наверное, как говорится, Кархумян Харю, или нашел себе молодую там девушку и пропал. Я в шоке у одного человека 20-го года Коу-двор, а теперь он пишет Коу-ворота. Так. Конечно, отвечаю. На вопросы отвечаю. Запросы принимаю. Никому, как бы. Главное, чтобы в рамках. Кенг — это деформационное слово из-за влияния других народов. Таких деформаций в их языке много. Кошмар, бах. На улице Вязова. Но, послушайте, если я читал, Башлан, ты знаешь, что имя Лезгина схваченного Ты знаешь имя Лезгина, схваченного шейх Мансуром? Валла, я где-то читал, но Лезгин ли он был, я точно не помню, Ваша. С некоторыми выражениями лучше некоторые бы придерживали коней. Пытаясь кого-то оскорбить выражениями, вы своими недалекими умами задеваете свой язык из западных земель и вообще кого-то задевать их. Никто никого задевать не должен, никого нельзя оскорблять. Вы должны говорить по мере возможности, говорить, не утверждая, по крайней мере, гипотеза. Если у вас есть конкретное доказательство на основании какой-то
работы, лингвистической работы, вы должны сказать, в книге вот это написано так-то, так-то. И что вы придерживаетесь этого мнения, поскольку этот человек является авторитетным в области там, лингвистики и так далее. Башлам. Ар лудош. Ар алудудош. Тходоча дать ваша черту. Разбань меня, брат, бах. Я, честно сказать, не вижу. Я вроде бы никого не банил. Черту, аккаунт заблокировали, что ли? Не знаю уже. Такие вопросы. Я никого не блокировал. Ассалам алейкум. Ассалам алейкум, башлам. Аллах рез хейр хон дик. Брату, очень полезным делом занимаешься. Не забывайте, это мы делаем не для себя, это мы делаем для своего народа, для своей родины. Воспитать, изучать свою историю, воспитать, так сказать, себя в духе патриотизма, того, что всегда было достаточно в крови наших предков, вот это нужно всегда, этого нужно всегда придерживаться. У нас не было никогда стремления заниматься чужими какими-то проблемами. До тех пор, пока не начинают говорить и наговаривать всякую чушь некоторые кучкадавы чекиндезовские. Поэтому, Башлам, обрати внимание на громадное совпадение ДНК варстоевских тейпов, в первую очередь с Лантруа. Вежри, никогда в своей жизни я не говорил, что варство это отдельно. Варство часть нашего народа. Если вы хотите лишний раз проверить это, посмотрите последнюю встречу даже. По этому вопросу я хочу немножко акцентировать внимание. Последнюю встречу председателя парламента, он встретился опять представителями уарстхоевцев, и это великолепная новость. 200 семей изъявили уже желание, которые, наверное, первые будут заселяться туда и еще раз показывают о единстве нашего народа. Поэтому Галанчожский район живет лучше и красивее прежнего, чем было раньше. Пока некоторые рассказывают байки, сказки, сплетни о размере черепов и так далее и тому подобное, представители Нохчи народа, Нохчи патриоты, так сказать, занимаются тем, что облагораживают свою родину. Поэтому говорить о разности, какой-то разности, как говорится, Уарстхуай и Нохчи никогда не приходилось. Никогда этого не было и не будет. У нас разные, отдельно Уарстхуай, отдельно Мелхи, отдельно Тирвай, отдельно Чеберлай, и так Ченты и так далее. Такого у нас не было, да, и не будет. Внутренний сепаратизм мы не допустим. Проживает он хоть в Индии, хоть в Китае, Нохчи, пошел он к чертовой матери. Зачем мы будем насильно? Хар Нохчи чую, хар Нохчи махбу. Хокчуа ашвег Нохчи иншалла хиллау хиру. Нохчи коман махбуар. Вай дибарду, вай дишарду, вай дейхарду. حنا لا أحتلا أحتار هو يتا بسم الله أرديلت إرساني беркаты хербош, харбуах даушбу. Массара. Не забывайте об этом. Нам чужого не надо, но и своего ни пяди мы не отдадим. Вот. Никаких разговоров, никого не оскорбляем, никого. Я еще раз повторю, никогда ни на сантиметр, ни на 5 чеченцы не начинали ни войну, ни захватывали ничего. Никогда, ничего, ни буквы, ни истории, ни земли. А то, что были взаимодействия с тюркским миром, или взаимодействие с грузинским миром, или взаимодействие там с северной частью, с терским миром, но мы с соседями всегда были в хороших отношениях. Вот такой мы народ. Если оттуда кто-то сбегал, просил помощи, мы их прикрывали, мы им помогали. Нашим братьям, адыгам помогали, нашим братьям, соседям, грузинам помогали. Кумыкам помогали, всем, кому можно было, помогали. Когда они бежали от своих князей, нуцалов, шавхалов и так далее и тому подобное. И сегодня потомки этих людей, являясь гражданами нашего республики, проживают здесь. Мы не говорим, что они нохчи, они граждане нашей республики. А нохчи это хозяева этой родины, этой земли.
Чувствуете разницу? Гражданин и автохтонный народ, который здесь проживает. Вот и вся разница. И не надо нам всяким кучкозаврикам, чекиндезовским рассказывать, кто у нас здесь проживает. Он знает только то, что услышал от таких же дегенератов, как и он. Мы знаем, кто у нас живет. Мы знаем, что происходило здесь на протяжении 1000 лет. Понимаете? Юрт тебе анмилуха, тун дау анмилуха, и вори дейшка дуиндар мичар хавялуха. И я не понимаю, что за привычка Сунса и вори дейшка. Мы знаем свои имена своих отцов. Мы знаем имена своих отцов. Да, вальшу хакайс валния. Унохчишанше дейш эшса амцамячун. Знаем, и 10 знаем, и 20 знаем, и 30 знаем. Но мы не гоняем понты. Сунса дейт эха сапхит эха. Зачем это говорить? Это простая вещь. Это правило, которое в крови каждого ногчи. Если вы имеете в виду современную молодежь, которым 15-16 лет, которая не сильно увлекается пока своей историей, так она везде не знает, кого ты не спроси, позвонить папе, маме, там, дяде, тогда начинают спрашивать. А более взрослые люди, старой закалки, они знают и так. И 10 знают, и 15 знают. Вот и все. Что за привычка? Тхун трайдейши цеха, тхун трайдейши цеха. Тхунаха трайдейши цеш. Масально, но мы не видим этого. Тебяхнаш, тебяхкин, булашпеш, булабу. Это всегда было в нашей истории. Ассаламу алейкум раматуллах. Ва алейкум ассаламу ва рахматуллахи ва баракату. Саши ходваш эларвос, укешт эфира, анна когда дина дать просто эфир. Цершит, дабыл бечел барас. Давазин 19 у тайпан эхке у сило ялхару цигара у цига исан ахбау ю дадю ахкан вай дайш кешнаш до хинца. Оман мелу ала. So нохчо ух да алмула. Allah da Seydu el Allahu Akbar da Да dukwa. это бой башла хошмос кадeke. Adik da ala. Все, что нужно знать, все, что нужно знать, все, что мы говорим, мы прекрасно знаем всю эту ситуацию. И нам, конечно, смешно, когда вроде бы взрослые, образованные люди, которые нам в дедушке годятся, рассказывают нам о нашей истории, что кто-то у нас, понимаешь ли, там высказался. И брат Руслан задонатил. Руслан, Аллах дал сидуэль, дал дуква ахуэль. Будиснак изашка соудолил. Лам ахкатайб ночью, иншаллах. Щеку я отсюда. И мне очень приятно, когда люди вот так заходят, дают знать, говорят. И только что говорил Башлам Тхун, Тхайдейш, Бэвизм, Мабах. Нет. Я это кому говорил, амина, все прекрасно знают. Все знают, кому я это говорю. Кто начинает разговоры, особенно мне, Тхуна, Тхэниш, Мабузи, Тхуна, Тхэниш, Масан, Мабузиш. Тот, кто является чистокровным представителем. Я больше скажу. Есть 19-18 века кумыкские князья, которые рассказывают о своих 6, 7 или 10 своих предках. Кумыки тоже знают предки своих отцов. И что от этого? Вполне возможно, некоторые сюли знают, дедойцы знают, андийцы знают, лезгины знают. Что от этого? Тот, кто знает, тот знает. Что это дает? Что это дает, в принципе? Объясните мне, я хочу понять. Это в крови кавказца. Вот такая вот, понимаешь, нация такая. Прекрасно. Я не упрекаю. Я не говорю, что это плохо. Но что вот за пример, когда ты начинаешь этим мусолить и всегда подчеркивать, я знаю. Но мы знаем, горы свои знаем, родину знаем, имена предков своих знаем. И все. Ваша война, бархач. Как через PayPal с евро донат перекинуть? Ямс. У меня, когда Ямс заходишь у меня на страницу, у меня там снизу ты увидишь финансовая поддержка и мой адрес PayPal. Копировать этот адрес, вставляешь в PayPal и
там перевести. Разницы нету. Ты отправляешь евро, монгольских тугриках, он автоматически переводит в рубли, разницы нету. Доллар, евро, канадский доллар. Он сразу автоматически в рубли переводит и отправляется. Вот так через PayPal можно задонатить. Он рабочий у меня. Некоторые братья с Европы помогают, отправляют понемножку, кто сколько может, донатит. Так что PayPal у нас работает. И с Норвегии отправляли, с других отправляли. Проблемешем, да. Даже у нас вот те, кто ведет YouTube трансляцию, они отправляли. Монгольский зря сказал, брат. Но я как тугрики привел пример. Ложь, клевета, высокомерие не отдельных людей, а народа в целом, для этого народа это беда. Я знаю свой говор и на хорошем уровне. Если хочешь услышать, зайди в личку. Ашат Беляриского дед Ашба Муслиму. Ашба твой. Хусейн Расаев, народный артист Чеченской Республики. Макар, ну так дальше, что тут еще вопрос прислали. Те нации, которые живут среди народов Нохчи, все знают, все наши предки принимали. Уважаемые мои братья, запомните, на территории Нохчи Чуя каждый человек знает, откуда кто произошел. И ни кумыки, ни нагайцы, ни адыги, никто не говорит, что они Нохчи, если они здесь проживают, что их приняли наши предки, знают. Они знают наш язык, наши традиции, наши обычаи, соблюдают их, живут с нами вместе. И ничего этого нету. Это субъект Российской Федерации. Здесь и русские проживают, и турки-месхетинцы проживают, с Азербайджана, кто приехал, бизнесмены проживают. Было заселение, резко появились здесь вьетнамцы и китайцы, но, маша Аллах, наша власть отреагировала своевременно, отправила их обратно домой. И без них у нас здесь рабочих мест не хватает. Мы все это прекрасно знаем. У них есть честь и достоинство, и они никогда в жизни себя называть другими не будут. Что касается, любой мусульманин знает прекрасно, кто они есть. Любой мусульманин знает и не будет принимать имя другого, потому что он будет проклят. Это большой грех. Называть себя там Нохчи, если он не является. В советское время и того было больше здесь людей. Здесь были корейцы, армяне, грузины и так далее и тому подобное. Поэтому мы это все знаем. Я вам говорю, вот здесь есть книга, я могу вам зачитать. Про Дагестан я вообще молчу. Там уже на официальном уровне до 40 народов. Я уж не говорю, сколько там приезжих и всех остальных. Да они никогда и не упрекали нас в этом. В Грузии все то же самое. В Грузии тоже проживают разные общества, которые стали одним единым народом. В Адыгее, в Черкесии то же самое. А где не то же самое, скажите мне? Ставропольский край тоже, там не только терские казаки, там пол Дагестана живет, и все остальные тоже проживают. Почему мы должны быть исключением? Да, конечно, у нас горные части, там и Тумкали, в Чеберло, и в остальных Шаройском районе. Эти горные части, там другие не проживают, если он не чабан его там, не позволили ему. Раньше разрешали пасти, а теперь и этого не разрешают. Наши горы тоже чистые. И каждый знает, кто там есть, кто. Ты попробуй построить там дом без разрешения с этого села. Хоть 5 земли получи. Понимаете? А зачем говорить? Ну, в Осетии то же самое. Там армяне, русские, осетины и так далее и тому подобное. Те же ингуши тоже там проживают. И чеченцы там тоже есть. В Моздоке половина Моздока почти что чеченцы. Ну, может, не половина, но треть, по крайней мере. Поэтому в чем проблема? Мы прекрасно знаем, кто откуда. А то, что мы говорим сегодня, рассказываем историю, так тут ничего такого нету. Изучать нужно, знать свою историю нужно. Географическое расположение или размещение, кто здесь когда проживал и проживает. Хотите, спрашивайте. Но не сидите, не болтайте, мы знаем, от кого произошли, кто произошел. Как можно не знать Нуахи,
гар гендергноем и ноги, которые являются нагайцами. Одна европеоидная раса, другая монголоидная раса. Ну, кавказианская раса, назовите по-другому. Всех мало суетов, всех мало. Ошибче, бля, рисковать, дед. Вот, поэтому надо знать, как отвечать, нужно достойно представлять свой народ. Разговоры, я знаю, что среди нашего народа есть ненужные разговоры. Особенно хильна ханала вахоши. Это был так дичани, мегариош. Хейн вала, куна вала, это был ту ничего. Ош оквал, буй, уж эцвал, буй, тхаюрта, хош, буй, вуш, буй, буш. И сейчас деш, уж баган дол деш, та жималц. И камял деш, буй, чарк бас. تقدر نوخچون دوش داره. او دنیا نخواهد خش کامل علا خودتی یه اکینچ کشیاجی از کپیک سبانه. یا های بلتهتی اش. شین سخو اومن سانی. یو اسناق دین که دم یلنی حاش و تن نوخچ خود. просто шумат элдит баня. Да, она тен турку нوخچ тайп дола, турку хунядин турецкий тайп добош. Камел дешло. А элементарно, что Турцию называли наши предки хункер-хой, мы не знаем. Ну, зачем? Пора же остановиться всем. Шейх Омад, я это насильно оскорбление хундяшу. Зачем? Прекращать нужно эту ерунду к чертовой матери. Всю эту болтологию. Поэтому надо это понимать. Вот. Разные разговоры тут проводить и вести. Хотите знать историю, когда вы заходите, отправляете эфир, конкретику давайте. Вот это я хочу спросить. Ола била. Я дупай. Уахен, цаши старика, нюма и видео, чуквасин, сейчас хуются, и болтатин, чуквасин, и каждый второй дуаш, и вырезать, и нюхар, чукующего. Ваш болтуню никак не может объяснить, что с терскими казаками царь Зудри и дуаш головой Аллах, это не могут объяснить. У нас было родство, у нас это было. Конечно было, если ты украл терскую казачку. Надо уметь контролировать, надо уметь следить за своим языком. Понимаете? Порой мы сами становимся разносчиками вот этих болтунов. Если большая борода, там чуть постарел, то это не обозначает же, что ты должен быть обязательным мудрым стариком. Еще записывает хадиса, он махарвай, худуич хазахун. Этот начинает садиться мне на уши и рассказывать, что чуть ли не все наши ичкерийские горы были заняты татаро-монголами, значит, это места названы в честь них. Я болтун, я историк, я хумацахаун. هيقوم سيدو شو هيقوم سيدو شو حقيقة اليات هو بروست يا هو دائل دو دواش بروست بلتا تيشاني اتيا هاي اوش قصد اتساش باكتوش هاي سيجاركوش هو بلتا تيشاني عيوش هو بلتونيو هو هقفر هيقوم هم دير دول شوات это вы прекрасно знаете, кто это говорит. Это что? Вы прекрасно это знаете. Лорди, си хоппал джим камби, мадас свой ногчи там. Плюс-минус 2 миллиона дует. С одной стороны крикнешь, через 5 секунд сегодня уже на другом краю, что происходит, все знают. Вот о чем нужно думать. Уаху, я сейчас слушал интервью, ханлушу аж хангу, Белорус хавов, цюнцак дуйцаш, хири хавов, цюнг вож дуйцаш. Просто-напросто вот. Стоит камеру взять, болтать вы болтаете просто-напросто. Это и нахан халкиетер дош, это махкан юртан масан балбукаш. Потому что мне потом приходится проверять, и мне надо называть вас лжецами, потому что вы просто болтуны. Я вам говорю, откуда вы взяли его? Мичерделла шуни хум. И мне ссылки щукус, а уши шучар, мадуйте, шучар, мабохи. Поэтому появляются вот такие болтуны, как
Абадиев и Бузуртанов. Из Балтуныш, моюш, хоп, Балтуныш, яц, Балтадеш, и Балтунышу. И они потом на весь народ, 2 миллионы, 3 миллионы, 1,5 миллиона разницы от болтать его. Хотя элементарно математическими, статистическими данными не владеет. Из 1,5-2 миллионов 57% J2, если они говорят, что это самая чистейшая кровь, это получается 1 миллион J2 чисто. Ну, они так сильно любят эти J2 говорить. Остальные QL3 и все остальное, Ногчи кластер, они же тоже в основном кузамовые. И поэтому у нас появляются молодые люди, которые заходят и говорят, Бошлам, вот откуда это появляется невежество. А мы не думаем, нам главное болтануть и все. Так, уважаемые мои братья, я эфир перезагружу. Час закончился, вы знаете, через каждый час мне нужно обновлять, загружать. У меня трафик заканчивается, через каждый час нужно обновлять трафик, чтобы мы могли без остановок провести нормальный эфир. Я сейчас перезагружу, кому интересно, заходите, и мы дальше продолжим. Иншаллах, кому интересно задавать вопросы, я буду отвечать. И дегни хайдук, иншаллах. Так, в первой части нашего эфира у нас в эфире побывало 678 человек. Вот, и задонатили четыре человека. Вот статистика на первую часть нашего эфира. Алейкум ассалам. Вот, и задонатили четыре человека. Вот статистика на первую часть нашего эфира.
Ва алейкум ассалам. Вот. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Вот Эрло и Вежришка. Как ты, брат? Альхамдулилlah. Альхамдулилlah. Ну, каждый из нас, человек, должен понять. Все беды любой нации, большой, маленькой, особенно маленькой, это в невежестве. Это невежество. Я, конечно, не говорю, что многие у нас такие. Нет. Многие у нас такие вещи не допускают. Что хадж для начала. Для начала. Ногчи хуй حاجة حيقوم أخوي حاجة يتبع أنا قوي حاجة Надеюсь, сейчас показывают нормально, не зависает. Показывают?
Хагуши. Меня видно, слышно? Не лагает? Да, скажу тем, кто это делает, что больше я чу нах я чу хочу эльна шушу. Все, кто это делает, ассаламу алейкум, вежлышт эрлойшка, салам до Грузии, ва алейкум ассалам, ва рахматуллахи ва баракату. Кто бы это ни делал, что бы вы ни делали, вы можете хоть ходить буквой «зю» в позе бегущего египтянина, но ничего не изменится. Ваша зависть, ваша гниль не стоит и выеденного яйца. Шубарш аль-ари, вы бы восприняли истину, послушали бы. А те, кто занимается вот этими провокациями, вы можете делать все, что угодно. У меня 3 аккаунта, есть еще закрытые 2 аккаунта. Здесь не смогу, в другом месте я покажу. Там не смогу, в другом месте. Иншаллах, благодаря нашим братьям, мы в Ютубе, в Фейсбуке, в Одноклассниках, в ВК одновременно везде идут прямые трансляции. Вы ничего не сможете сделать. Шумял ялха мял ашу алилда. Не говоришь о них, а все равно им просто-напросто жаба душит и все. Ладно, продолжаем свой эфир. Будем отвечать на вопросы. И если будет запрос в эфир, конечно же, делается. Пускай жалуются, делают все, что хотят. Ой, иншаллах, цанам штат. Ладно. Я думаю, прекрасно знает тот, кто провоцирует это все. Атака клонов. Абсолютно верно. Нернийцы нападают. Вот. Жалоб хой. Башлам Аллах рейс хил, он красавчик, да и рейс хил масана. Нет, ничего не приходило. Уважаемые мои братья, уважаемые мои подписчики, когда приходит через вот этот снизу прикрепленный аккаунт, приходит донат, вы услышите мелодию. Когда приходит через PayPal, я тоже сообщу. Я всегда проверяю и зачитываю. Если есть вопросы через PayPal, я зачитываю. Если есть через Сбербанк вопросы или пожелания, я зачитываю. Это обязательное правило любых стримов у всех. Поэтому, Ожри, я понимаю все, если вы не шутите. И хакач элсу, мелодию вы и так услышите. Я никогда ни от кого ничего не скрываю. Цундера. И мы продолжаем свой эфир. Отвечаем на вопросы. Надеюсь, что квартиры... О, дадал, Савош Исмаил у меня чухсо. Исмаил, по крайней мере, раньше был Исмаил. О, Памтоевский туз, Мадукканер Ауаз Воша. Дал Сейдуэл, да Дуква Ахуэл. Ой, Одик Памту Вашу Исмаил был. Чувен, Дукканер Чуахилаз. И у меня чемусой. Аллах дал Сейдуэл, да Дуква Ахуэл. Цаксан Вюзин. Нохчеу, Куанаху, Памтой гордостью. Ишту Вашу Хо Исмаил. Ассаламу алейкум, Башлам. Просили спросить, Эрсной относится к Нахшмахой? Да, Эрсной относится к Нахшмахоевскому вару. Нет, квартира 95-й регион, я его хвалю не за то, что там он мне квартиру дал. Нет, он мне квартиру не дал, мне никто ничего не дал. Просто достойный брат он. Дик Вашу. Үзин, Нахчево Ваш. Да, конечно, отвечу. Я сказал, ответы на вопросы... Да, духуахуала ваша. Духканера газ. Не теряйся, брат, а то... Я то ли ахкел нускел далин, то ли кархуми ан хугла ца, ты пропадаешь, поэтому... Старые мои братья, ва алейкум ассалам,
не теряйтесь. С вами всегда в самое тяжелое время, когда я начинал все это. Вы были рядом, а теперь я вас потерял и даже не знаю, на кого можно так надеяться. Доверие к вам у меня 1000%. Шудейча сегер ледар лоялаца сон, яхухлаца сон. Теряю я своих братьев и свой, так сказать, боевое свое крыло или нет, не знаешь. Может оплошность, может нет. Поэтому, если что-то накосячил, вы уж лучше говорите. Бел то, что эрсно и по ДНК, бел то, что бывает. Да, волос нету. Вот сейчас вы услышали, что кто-то задонатил. Аллах дал саадуэл. И вот сегодня у нас 4-й, 5-й донат. Огромное спасибо братьям, которые поддерживают и донатят время от времени поддержку нашего канала. Башлам, что нового в вопросе о 2 наших районах? Балбяш будете? Ну, я могу констатировать слова только Даудова Магомеда. Все будет в рамках закона. Ни больше, ни меньше. Вот. Какие продвижения будут или нет, ну, я слежу, смотрю, кто где что говорит, всегда на чеку в основном. Поэтому все в рамках закона. Могу максимум что сказать. Хоть каких рамках лишь бы было. Ваш инстаграм, чу я зе чечен денаат ах ДНК гуреху. Да. Конечно. Отвечаю, слушаю, разговариваю с вами. Для этого и провожу все свои стримы. Мы очень многого достигли, но на достигнутом, иншаллах, не останавливаемся. Башлам, а сам ты за то, чтобы возвратили, не сделали... Я за букву закона. Я всегда говорил и буду говорить, что я за закон. И брат Мухаммад задонатил, Магомед... Muhammad dal sail hadanata dal duqa khoil budisnek ezerska sodo lilwezender. Allah dala ettu boil. Дегмелях чунтир саадуэл. Каждого благодарю, каждому говорю спасибо. Будь это 5 рублей, будь это 50 рублей или 500, разница одинаково всем. То есть, просто говоря одним словом, ты за. Просто говоря, я за закон. Закон превыше всего. Не надо нарушать законы. Все должно быть в рамках закона. Все должно быть так, чтобы завтра к тебе никто не постучался в дверь и не сказал: «Ассалам алейкум, мы с ЦП. Welcome, welcome, welcome. Давай, братуха, давай. Пойдем поговорим». Чтобы этого не было, всегда нужно быть на 10 шагов вперед. Мы изучаем историю. Мы не занимаемся землей. Землей занимаются те компетентные люди, которые ими должны заниматься. Провокации, все остальное, я прекрасно знаю, как это происходит и кто это делает. Вот, понимаете? Поэтому вы уж извольте. Я знаю прекрасно, кто алейкум ассалам. И не забывайте еще раз. Нет, еще раз нет. Валлах, ваша ямцы, никто с Европы через PayPal не донатил. Алейкум ассалам. Пускай Руслан Ауша выскажет правду насчет этих земель и 2 районов. О, сколько людей спрашивали насчет этого и просили Руслана, не знаю. Башлам, нету никаких тухумов. Есть вары. Тухумы — это взятые в обиход от русского ученого. Взял, подхватил это Мамакаев, и вот так пошло. Нету никаких тухумов. Есть только... И
Ахмад задонатил на эфир от Дишни. Вот пошли тейповые. Донат Дишни. Что донат? Хакача далса, юэл далдук дахдуэл. Дишни тейпигер донат. Хакача хуа, иншаллах. Поэтому смотрит этот эфир самый юный зритель. Башлам рядом со мной смотрит этот эфир самый юный. Далдук хуа хуали вазинде. Смотрите, насчет тукумов, это все прекрасно знают. Мы же говорили об этом, что в обиход введено оно в 19 веке. До 19 века этого никто ничего не говорил. Аслам алейкум. А что ты знаешь? Знаешь, что тейп ачлой это чисто ногчи тейп. Вот что я знаю. Что они от чеберлоевцев тоже знаю, если я не ошибаюсь. Поэтому, Башлам, если тейп не входит в тухум вары, ты сказал, что это означает? Башлам, если тейп не входит, ничего не обозначает, он самодостаточный, он большой тейп, и он может не входить через, как говорится, в эти вары. А как донатить через PayPal? Даймах, ваша, на главной странице у меня, то есть как ты заходишь на Башлам 3 там снизу есть шапка, и там написано реквизиты. PayPal написано, вот через PayPal и донатят. Брат Асламбек задонатил. Понял, Асламбек написал. Нарнич хютрян, донат, ты на Асламбеку. Дерес Асламбек, да, дуа, вол будеснег, эзершка соудолил. Özdхил кахил Башлам, если ты так я рассказал про это. Так, это сказал, Башлам, представь, тогда как много людей думают, что тухума это наша тема. Это не наша тема. Башлам, можешь рассказать, что оно, это чисто ногчи тейп. Могу, да, мы чеберло. Конечно, чеберло, я знаю. А нас твой тейп, кто бы, что бы ни говорил, мы братья. Зелем, Арабхану, Зелем, никто не отрицает этого. Поверь мне, только... недалекого ума может это отрицать. Жив, здоров, он пусть скажет, если не боится осуждения души. Что такое тухум? Это территориальное, сейчас, социально-территориально-экономическая вот, терминология, которая объединяет территорию, вот это и называют тухум. Но это, Башлам, сколько у нас варов? 9 официально пока. 9 варов, 10 тейпов, которые не входят в вары. Башлам, с принятием закона местного самоуправления, сколько у нас тухумов получилось? Ты понимаешь, почему я так спрашиваю? У нас получилось 9 тухумов, пока ничего, не тухумов, а варов. Вар, димто, выбирайте как хотите, 9, ничего не изменилось. На официально принятом последнем гербе все это отмечено. Союз тейпов. Тоже правильно. Союз тейпов, которые формируются на взаимопомощи территориальном, социально-экономическом. То есть это, грубо говоря, сегодня, как сказать, о районах, так сказать, больших районов, в которых проживали те или иные тейпы. Не обязательно родственные. Абсолютно верно. Асбах вар олквацно. Вар. Кровно-родственные это тейпы. Недоступно. Да, конечно, присылают. Ногчи Башлам, не для Риа хочется тебе поддержать, но я живу в Европе, а как мне тебе помочь, если я в этом PayPal не разбираюсь? Очень жаль, конечно, что ты не разбираешься, Инсбрук. Ваша, кто-нибудь, кто разбирается хорошо в PayPal, Тирол, Инсбрук, Алязиновой, вашу, цонг подсказать, да еще муду, я уже, честно сказать, даже самому, цажим, я хецун, и он штиц. Обычно, я знаю, через PayPal просто берете, копируете мою ссылку PayPal-овскую, вставляете в эту программу, он сразу говорит отправить, и кто сколько хочет донать, по-разному донать. Вот. Присылали пол-евро, евро, Башлам, какие это 9, можешь перечислить. Терло, они официально можешь посмотреть.
Эхи, Чеберлвай, Шервай, Тирвай, Ченти, Варствай, Мелхи, Нохчмахвай. Кого я пропустил? Большие тейпы я называть не буду. Я всегда говорю, это не имеет никакого значения. Важно только то, что Нохчи народ. Самое главное единство нашего народа. Единство и неделимость нашего народа. Шотвай, Шарвай, Чеберлвай, Ченти, Варствай, Эхи. Кого я не назвал? Нохчмаххуай. Все они входят. Майствай и Чинхуай это уже не входящие в ары тейпы, большие тейпы. А как отличить тейп от вара? Господи помилуй. Тейро, давай потом зайдешь в директ мне, Терло, я тебе расскажу, как отличить. Лично для меня ничего не значит, какого больше, лишь бы они ногчи были. Абсолютно верно. Дела. Я понял, 100 или 200 евро. Если ты говоришь про 100 или 200 евро, Садаказал, ты точно тогда не узнаешь, как отправить Тиро и Инсбрук. Обычно никто столько не донатил и не отправлял. Башлам, ты слышал, как Дышний Азамат говорит, что культфал? Я не знаю, спросите у Дышни Азамата, насколько это достоверно. Я это не поддерживаю и говорю, что это не так. Сказал ли это или вырезали это из слов Дышни Азамата, надо спрашивать у Азамата. Мне это видео присылали, я категорически не согласен с этим. Что касается этого культа времен Джахилии, что находили маленькие тотемы, я слышал это, но не больше или не меньше. Вот. Но это время Джахилии. Говорить, утверждать 100%, рассказывать, что это было так и никак иначе. Башлам, сейчас дела с работой наладились, да, а буду спонсировать защитника истории моего народа, Борзика. Все вы так говорите, но потом все пропадают. Да, Саадуал, даже если не отправите, ждайте иншанда Саадуал уже. Да, дальше. Приятно видеть, что просто хотя бы словами говорят так. А так слышать я много такие слова уже слышал, честно сказать, уже возраст такой, что уже столько обещали и с аппаратурой помочь, и всем остальным помочь. Много слышал уже. Но в крайне редких случаях кто до конца доводил свои дела. Может надоело, может забыли, может просто-напросто у каждого свое. Башлам, просто я слышал тейп Эрлоя, только у нас нету такого. Во-первых, если ты из тейпа Тирой, ты даже пишешь неправильно. Тирой олцарах, через И. Только плоскостной говор и диалект говорят Эрлой, через Е. Сами же они говорят Тирой. Тирой официальных источниках записаны как Вар, но сами они себя, как и Мелхи некоторые, считают себя одним тейпом, потому что они все друг друга кровно родственные. Также считают себя и Мелхи, некоторые. Хотя один из важных ученых, Ильяс Сигаури, считает себя Варом, в скобках уже Тухумом. Поэтому это не ко мне. Я вам говорю то, что есть в научном обиходе, и то, что есть в реальности. Вот. Сами себя они не считают. Я много раз говорил с тироевцами по этому вопросу. Я говорил и передал им, как должно это быть. Для начала они фактически Тирвай собираются в каждый год у себя на родине. Махка, Тирвай Махка. Там просто нужно принять резолюцию, начиная с старших, заканчивая младшими, собрать резолюцию старейшин, написать, отнести Академию наук, и чтобы это зафиксированный документ был у них с подписью этих старейшин, что просим нас не называть там Тухумом, официально мы хотим, чтобы мы были только тейпом и так далее и тому подобное. На это должны будет отреагировать тогда непосредственно Академия наук и зафиксировать этот момент.
А так, по крайней мере... И Амад, опять же, я думаю, что это тот же самый, нет, другой Амад задонатил. Аллах эту бойл ваша. Вот такой донат пришел от брата Амада. Аллах да сайл Амад, будущего изашка соудолил. Да, у нас тоже ирвай говорят, просто думал, не поймут, если скажете. Нет, надо говорить правильно. Поймут, не поймут, это другое. Мелхай тухумбу. Жри. Башлам. И PayPal адрес Керуаш Мадац. Да, Азмадалил Шунсо Бардайш. Сейчас я вам напишу. Блин. Как бы вам его отправить? На главной странице. Ибраим, Акчауй. Ибраим, кто-нибудь скопируйте, закиньте сюда, пожалуйста, мой пайпеловский адрес. Это первая строчка. Первая строчка на моей главной странице. Кто-нибудь скопируйте www.paypal.me /башлам. Скопируйте, закиньте сюда, пожалуйста. И да, я извиняюсь, просто-напросто сейчас здесь записывать. На главной странице первая единица стоит, и за ним написано все это. Удали время донату, мы подождем без проблем. Вот, смотрите, Ибраим закинул. Видите, YouTube Башлам 39 лайв. Вот ссылка на мой PayPal. Просто-напросто. www.paypal. И так далее. Иршин PayPal. Давайте продолжим дальше. Ибраим, дайрес хилоша. Башлам, сделай себе топлин ссылку. Амад, я не умею эти вещи делать, Ваша. Ты это у нас компьютерщик. Я единственное могу вот написать и вот зафиксировать, прикрепить и все. Ассаламу алейкум, Башлам. Алейкум нашха ахляца. Нашха хуэда. Считается колыбелью. Место, где смогли скрыться многие оставшиеся чеченские тейпы во время нашествия Тамерлана. Не могу МТ сказать однозначно, пришло или нет. Не могу. Честно не могу. Нет у меня, как говорится, доказательств полного, что они пришли или нет. Что они там в 15-16 пришли веке, тоже неправда, потому что грузинские источники о них рассказывают в более раннем периоде. И я... Ибраим, на всякий пожарный, если вдруг кто-нибудь здесь спросит, просто копировать, если кто будет спрашивать, и отметить, собачка его адрес, и ему отправь, чтобы он сразу знал. Ханхалдаца, у меня компьютера нету, ты и так знаешь. Башлам, дуй наш хой, шавик, Башлам, дуй наш хой, шавик, куду. Не понял вопроса. Щедая ссылки, лосетин, кавказионская ДНК, только язык почему-то иранский. Есть ли такие, которые не смогли перенести нашествие Орды или по каким-либо причинам? Не понял вопроса, чуть-чуть некорректный вопрос. Делать яхду из занач лехару вайн нахчи дубу, что? Протомастер 4×4. Красавчик ухо. До того красавчик ухо. Эй, машалла. Согласен. И адухы.
Нет, не все вышли из Нашхи. Это неправда. Нашха, Галанчожский район, и Тумкалинский район, Шатойский район, это в некоторых местах по-разному скрылись. Но как таковой большой массив только скрылся в Нашхе. Все, что произошли, что скрылись в Нашхе, это неправда. Некоторые говорят так, но нету тому доказательств. Были передовые тейпы в Черных горах, да, в предгорье. Те самые арстхоевцы. Суетолог, ДРС Хил ваша. ДРС Хил. Ну, видишь, каждый пытается задеть так, как хочет. Большинство даже не будет. Ладно, давайте следующий вопрос. Ну, Валасвик, запрос. Хаятна, если бы пришел бы запрос, я бы ответил. Точнее, принял бы в эфир. Про Шаруай. А что ты хотел узнать про Шаруай? Шаруай, это ногчи был щеку, я отсюда. Дудаев кем был? Дудаев был ногчи. Вот кем был и Дудаев. Если ты хочешь спросить тейпом, то Цечой, выходцем из Нашхи. ДНК J2. Тейпы, входящие в Арч, Энти, все из Нашхи. Нет. Нет, у вас были все Нашхи. Башлам, какой Вар, Хачрой, Харачу. Хачрой это совсем другое. Харачой относится к Нохшмахоевскому кластеру. Хачрой относится к Тумкалинскому кластеру. Это разные места даже географические. Шатойский или Тумкалинский. Дудаев был генерал. Башлам. Шаруй, Кавказская, Швейцария. Абсолютно верно. Ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракату. Башлам эн халой буй нашхар. Вахбахкин. Дела, ваша эн халой бу бац алцаасун. Краеведы одни говорят, что да, другие говорят, что нет. Тут, честно сказать, в таких вопросах я как-то пытаюсь остерегаться, потому что вечно недовольных людей очень много. Вот. Но по той информации, что у меня есть, боошен дойш. Все-таки распределение, распространение пошло с запада на восток. Наше, по крайней мере. А вот с востока на запад пошло у Сюли, у Гумки, у Цадахрова, Даргинцев. У них пошло оттуда, как говорится, с востока на запад. Башлам, все слышали, вышли от Башлам, все ушли. Ахмад задонатил, Ахмед, на эфир от Дишни, иш донати, айтинг Ахмаду. Ахмад дал сайвил, дал духуах, вайл. Будисник, эзашка соудолил везендер. Вайнех беш дух. Дуй кучва. Чин хвай дух тайпду. Чин хвай дух тайпду, ногчи тайпду. Чин хвай, если я не ошибаюсь, уже в пределах 100 тысяч. Вот должны быть. В пределах этого. Ну, официально говорится о 70 тысячах. В войнах обозначают наши люди, ни больше, ни меньше. Хальдеярова тоже из Нашхи. Башлам нах гоуших тух и лемнишк уедиха. Уед сатейпан степники. Так, дальше. Башлам, почему грузинские данные по истории ставят в мире науки и истории под большое сомнение те же греки и армяне? Да, в Европе то же самое. Это очень сложная ситуация ваша. Ну, тут армянам больше не доверяют. Грузинский считается более достоверным.
Грузинские я тоже самое слышал. Греческие очень сильно ставились под сомнение. Понимаете? А Абдулла 919, Басаев кем был, обратись в МВД и ФСБ по Российской Федерации, они тебе информацию про него дадут, хорошо? Обратись туда, тебе там информацию скинут. Я смотрю, ты интересуешься прямо так сильно. Вот. Ну, там тебе расскажут. С твоим ником-то уже понятно было, что ты... Царь Гергал, вот чвоксо, иншалла. Бархо, это уже... Альви задонатил, Альви дасайл, адана, дадухуа, хуэл. Водисник эзершка соуду, лило зендер. Альви... С такими вопросами людей вообще блокирую. Я блокировать не собираюсь, но я ему дал ссылочку, куда он может обратиться. Черту усо. السلام عليكم. وعليكم السلام. وليش تعلمك شوي؟ Да, а что? Yes, блокирую ваттиндан. А си? Så året смотришь? Då dog bara så. Så anket blockerar vattin då gick det så året смотришь det. Шаш модел. Ну, сделали сегодня нападение Суна и мир, царь, но... Его же анкет заблокировал, лиса царь. Ой, а худенер царь, как мама да, царь один. Богдай бедует до швац. Виш вала. А какая разница? Все равно, заблокируют, деняться, хасо, чуть-чуть, все будут знать, что ты черту тот же самый. Какая разница, а? Делай, хояж ти живац башлам. Хояж ти живац. Мазу нолу цин хаян царь. Абсолютно, да. Som hutchuvali, här innan var svarskrit jag i US. Inte han upprörd det var det شغال بس من ور ايش حقيقة ما قيت بعمل تكده لراسني جواب نيس دوي والله ايزن قلت ما درست يا داول فايز بي ولا ام دي وصار دوسي مودي ملو قيت يا زاشي قويات ده ايدو دونس за видео и не султан جو چامبوچ ویدیو یوز Ну, خودچک واس کشنش کرده اون ولوش تگند اون کشنش اون خوزی دیدو دل ای ما поеду а милник дудючтек, это ты то, что я слышал, говоришь? Да, милч аудик, мал бали хадик дуча? мал бузи адик дуц Тига адина, а тига аудина? دو كش ناس لا وينو ولا هسه شو على الله مصدر وينو ولا لا بطل عجي مرجع ممكن ياتي И я сон то, что происходит на восточной границе, в Ауховском районе, тягаю ситуацию, ну там историческая, то есть там кешниш дац. لا ولا عود شوش كش نشتون даже ما بوجي И гадек кешниш чурчдук, Ауховский махка, именно времен, если Конечно, лихалю специально кешниш дац со времен Шихмурзы Акотского деш. Тир дат наш дробеш, он юхяш бахшбук. Специально история даяқташ, аухой махкачет. أقول لا بلغ كشنشن دقيق والتق بوصل قولي لي بس حماس يتزوع عليه والله بس ويسرم لي نش والله بوصل باش ذات وما قال سويش ديون ما قال بوش تكفير مدي ونادي المدي بوش تقين مد بوش يخيته وتكفير مو تدل تكفير أسوديت بوك دويت كشنش كودي بول يلا أسكر Веру стек уже дал дал, ну цигат уже аплодос, он каким должен быть человек, чтобы осквернять его после смерти. سونو ما that's ويجري دون ده لا بالك حبل على ده ورت بالك حبل على ده يصير ده نيت بات سايق بعد دي اشتاس نيت بات سقيت يساعد حبق ده جديد مقول ولا انا ساعد عدي لا دي قيت حاولنا واساسا
حديثا شرط سويت صحيح يعتبر أولى ونص حديثا Все. Дело сам просто. Снова духлят, снова духлят. Хуйез. Дахат чуевежеш олдо и акт присяги қобылдеш датсто. Да уж дон сантябеш. Ду ве тоо мелчо верне ду тобох. Да уж кетте ча и акт присяги дуйчу. Да қтаган дон кешнеш эқид бюлбелж венгок. Акт присяги дон قبل دشلوي لر دشلوي هون دالشتار يس نعبر أدين استيبونك تاح بياتي بونك تاح قيتيا شاش دو عم وصلنا عم دو على غير دو يبي ما بوينا قيتيا دق سون خات شيء ما تعويستخلش تك شيء ما تعويستخلش ناس قيتيا تيش كناخ صار تيش ما تو تيش بوخ قطعة ما هذا بقدر يديش باشلام يتيجي وجوده غيرهم психологический прием تجمع психология عامل جواز إتن خير بيز هنا أحسن تجواز يرسبولوجي توه شو خاين يتجهز توه شو قيتي حصلاش وزويش أي بقى بشقيتي إيش دش مودو دش تك هندش مثلا ديونا يتوز واحد إشقيتي يتوز واحد إشقيتي عتتشكي يتوز مباسي يتخسكي قاقش ماشكا باشكا بوشقيتي وزي ما بويا جيسم وش جوا قيتي موزو باسي إيش تكروش يحسها شوي великий قام دوشن بوشتات исключительный دوشن 90% жидуающий بوشتات قيتي дисмоделушни войдён наичистейший дон бошкети и пал короче и кверчубер на знахом قيتي زوي вежершен дац тахын قيت момент وش عاد أول اللي صوب الديلة Perdone. Gostou? إدويز Dom. Aswag Elshandon. Ist монета все казахского каганата. Gostou? إدوان وش حد اللقب Да. Керту хона дахо ди элла. Штванеш подарите на кой ваш. Цена хилма вишу. الله Цена хилма вишу. Нохчичин ваш уй галга. Цо подарите до кошт. عشي قوي أسبوع ذيك بقليز سمنين يلجر جابو غلغة ويبجري بو ونغويبو والله أصدق لا وشتي دي نو تهن إيش بلاجينا باسشتي هم تدي سلساي هم تقي سلساي هم داش ويقيت دي السارخ ويبجري بو أسبوعش باش أسيتش لا تقول كروتشي قولة أمازون شيء كرخة شيء مرخة شيء فلس شيء باتس بيزش سن شيء بوصل دين تابوش قيتي ديل صعبش يلج بقوش قيتي شيء قنغو بوي إيش بوي بيش باش ده ساعد وقتني يقحش ولا ضي ده ساعد ولا توش دون غلغة هو غلغة سن هوش هو هذا نوع دوش تزل لي زول قوتي أنت وشو إيش تمدو Бархо черту дикду дерес. Бархо ху чушь баха. Что, где чушь? В чем твоя чушь? Я не могу понять. Бархо чушь это башлам рязан. Что именно чушь? Ты у нас специалист, эксперт по нумизматике или что? Я не понял. По крайней мере. لا صبردين سامينوتن هو حولان قلت ولا بعرفوا هلا صار الله هذيك كان خير شو بعرفوا لا اساسا هذيك كان خير شوي حيوخا تدري يلا والتلفزيون حيوجاتي امازون شي تقولون امازون شبوخش وي غلق شنو اتنسي تدش توسي وين قام هاي قيت يا نو ايش بوقش دو زانا بوقصا سوقيت واز مش بو حاجن такой инструкция حاجن تمشي Я не знаю даже про что он спрашивает. Честно, если сказать. Чушь это алар бекумса. Монета чушь бах. Это ты, полковник? Про монету чушь бах. Ну. والله غلغة شو ديالو Здесь указаны... Чистый голгауи, Да, здесь указано, насколько я знаю, на монете вот этой чеканки указаны греческие именно
буквы, и если я не ошибаюсь, это то ли греческий, то ли римский, на нем полководец Умилу Ацасон. Это уже разберутся специалисты, но факт остается фактом, что мне и черту еще одному нашему брату и подписчику подарил брат вот монеты по-братски, дал саду, дал духу ахол. Если ты специалист по нумизматике, черту, расскажи, что там с кладбищами. Хватит, черту. Хозяин. Это милуез булгучуш милуи. Это опубликовать, не шин аусин швулишин. سؤال شوال وجري الله هذه دوسة شوي يبقى الله إيش دق بوي كيزج بوي الله عندك هردو ويبقبل وجري بوي إيش زدي وقت سبعة عوصش نيوم ده أجتمعنا وي إيش دوان زدي وقت ويجرل ديش إن شاء الله ويبوي تات سبيل شوي وجري بو وجدونا بزرتنا وفلس مالس ومزونكي полный вперед, тогда говорит, мне что цен был, что вы видели, брат, что вы Москве есть, что لا في حوزة وتعلمتي والسقيتي но ليك ده سيجعلوات что адик يقول адик дарил, то, ну ты же, надеюсь, в эфире, да, не теряешься? эфир усудал. Все, эфир, арваш, говорим, комментариев, газ я шел. Так, говорю. السلام عليكم وجري غلغاي نوقشي ويدولشتشن وخير دولشتشن إن شاء الله. Да, الله, связи адуква, иншаллах. Так. Вожри, когда я вижу запрос, то, что пришел, я принимаю. И если не вижу, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, ва алейкум ассалам, сатайпа нах. Степняк ши бухунд ол, то есть чермой цамоцала степняк шбат чермой лемнишкер хабюл буц астик степняк шбат фаги элчо хабарюц я галак бурундо кюк бала болю как минимум аздабор анацинг. Башла, можешь пояснить о 8 селах, о которых говорит Рамзан, они переданы безвозвратно, как там обстоят дела? По этим 8 селам они были спорными со времен Джохара Дудаева и Руслана Аушева. Дело в том, что во время объединения в 1934 году 8 этих селений были в составе Чеченской автономной области. ЧАО называлось в то время, если я не ошибаюсь. После объединения в 1934 мы жили 60 или там 60 с копейками вместе, и в 1992 году, выходя из состава, Чечня решила после развала СССР, поверив Ельцину, решила объявить себя независимым государством. Неважно, повелась она, не повелась она, обманули, не обманули, это другой вопрос. Вот. А во время расхода этого ситуации, когда расходились, вот эти 8 сел были спорные. Спорные почему? Потому что оставил их Дудаев, или же они во время, когда уходят, уходя, вписали их, я не знаю, до прихода Аушева вписали в состав Ингушской автономной республики, я не могу сказать однозначно. Вот. Почему? Потому что однозначно мы знаем одно, что в 1900, по официальным данным, в 1929 году, когда уже окончательно произошел после развала Горской АССР, Сунжинский район, верхняя часть, то есть восточная часть Сунжинского района, полностью изъявила желание
перейти и присоединиться к своей исторической родине, к Чеченской автономной Советской Социалистической Республике. Ва алейкум ассалам. Вот. В 1992 году они остались. Из-за этих районов были подписаны, что нужно создать эту комиссию, нужно пересмотреть. Был заключен договор, временный договор по созданию комиссии и так далее и тому подобное, чтобы заключили договор, что после военных действий будет решен этот вопрос по этой границе. Без права на межевание, то есть в этой местности, что не будут строить новые села, межевать земли, трогать земли не будут. То есть новых людей туда подселять не будут. Прописывать туда не будут, грубо говоря, на эти земли. Была такая договоренность. Сел строить не будут, земли раздавать не будут. Вот это все было. И задонатил кто-то из братьев, Аллах да саавил, да духлах, тот буддистный эзеришка, соудолил. В 1995 году Джохар Дудаев погиб. Вопрос по документу, который я загрузил, мы видим в 1999 году. Опять же, о переименовании этих сел. Если они не были чеченскими, или чеченцы не претендовали на эти земли, я думаю, во время Ичкерии вписывать их и переименовать эти земли не было бы смысла. Но в 1999 году есть документ парламента Чеченской Республики Ичкерии. Они хотели переименовать и сделать их, присоединить их обратно к Чечне. Но, вы знаете, Вторая Чеченская война началась в 1999 году, в августе месяце, и это ушло в небытие. Вот. После, во время, я периодически иду вам, чтобы 99-й, была война. В 2003 году уже первый президент Чеченской Республики, не Ичкерии, а Чеченской Республики, Ахмад Хаджи Кадыров, он должен был провести референдум. Во время референдума было заявлено, что вот эти спорные села тоже должны проголосовать за референдум или против референдума. То есть в составе России или не в составе России. Само собой, в то время президент был Зязиков, поднялась паника, и сказали, что как это может села Республики Ингушетии голосовать за, участвовать в референдуме, входит Чечня или не входит Чечня, как говорится, в состав России или нет. Была встреча. Об этой встрече сегодня некоторые суетологи и чекиндезы пытаются рассказать, что якобы Ахмад Хаджи ничего не передавал. Спорные территории точно так же оставались. Но они договорились с Язиковым, что до конца вот этого периода, что 2 селения из 10, которые были Асиновка и Серноводская Сунжинского района, остаются в Чечне. Остальные 8 сел, судьба этих 8 сел будет решены позже. Если я не ошибаюсь, это было так. Никакого, просто то, что они общались между собой, было, печатают протокол, печатали. Больше ничего не было. Официальных договоров, заключений, подписи Ахмад Хаджи поставил, что они ваши села, мы вам им отдаем, такого никогда не было. Не верьте, это все чушь собачья. Ахмад Хаджи Кадыров, да, никому ничего не передавал. Это полная ложь. В 2005 году в одностороннем порядке расторгается договор, поскольку оно не соответствует национальным интересам ингушского народа. Расторгается договор между Дудаевым и Аушевым в одностороннем порядке Республикой Ингушетии. Ну, кто там представит, я не знаю точно, были это НКО, были это, или кто не был, получается так. Потом в 2005 году этот документ есть, и он в интернете. Ва алейкум ассалам. Он есть в интернете, вы можете посмотреть, там это ни для кого не секрет, это не от меня. Дальше идем.
в 2008 году, 2009 году выходит указ, еще в 2008, кажется, начинается указ о том, что все субъекты Российской Федерации, алейкум ассалам, брат Умар, все субъекты Российской Федерации, которые есть на территории России, должны урегулировать между собой границы. Все. Это не Чечня, Ингушетия была. Это были все. На территории Чеченской Республики была КТО. Чтобы вы знали, контртеррористическая операция закончилась только в апреле месяце. Своя, Ильяс, своя. Тем, кто не знает, я рассказываю. В апреле месяце, 16 апреля, кажется, заканчивается контртеррористическая операция. Само собой, эти области, карты, не карты, что там происходит до этого времени, поскольку были КТО, людям не было туда пойти, мины, не могли сказать, перешла, не перешла. Потом всплыли некоторые нюансы. Оказывается, не забывайте, что Сунжинский район, часть Чеченская республика, часть республика Ингушетия. Два вот этих куска, часть Ингушетии, часть Чечни. Но Сунжинский был и здесь. У нас Сунжинский район была Асиновка, Серноводская, у них были остальные. В 2009 году всплывают некоторые детали. Но я про моменты, когда Евкурова у них были в 2012 году перепалка, недовольство. Вот эти моменты я буду пропускать, чтобы вы и так прекрасно. В 2009 году ни один человек не вышел на митинг, ничего не сказал. Оказывается, был отправлен документ за подписью. В то время уже был президент Медведев, а председатель правительства был Путин. За счет земель Сунжинского района расширить заповедник Эрзи на территории, там, за счет, он был маленький, расширить эту территорию, за счет земель Сунжинского района. Но, поскольку Сунжинского района, они сказали, ну, взяли, включили часть земель, вот этот кусок, который был взят и возвращен. Ни один человек не вышел на митинг, не сказал, что Евкуров нехороший человек и что он украл чеченские земли. Тихо, молча, пока у чеченцев, грубо говоря, через месяц, только через месяц заканчивается, не забывайте, эта ситуация происходит в марте 2009, а в апреле происходит отмена КТО. Через месяц чеченцы уже фактически об этом узнают. И начинается вот это балалайка. В 2012, 2013 и вот в 2018 году, вы знаете, в 2018 году происходит формирование границ. Федеральный центр говорит, чтобы закончили. Начинают по территории, которая была во времена Дудаева, во времена царской России, во времена Советского Союза, начинают обратно проводить правая сторона Фортанги Новчичу, левая сторона Фортанги Галачу, и вот так вот эту границу начинают делить. Включая Сунжинский район, который был спорный. Обнаруживается эта ситуация, чеченская сторона полностью предоставляет все доказательства, что это и лесничество, все дороги. То есть мы не можем обслуживать соседний регион, там лесное угодье, дорожное полотно и так далее. Это все было на нашей территории. Все этими документами, само собой, историкам обращаются, и тем историкам, которые были у Евкурова, и ему предоставляют информацию, после чего Юнусбек говорит, да, это так, и там дальше парламент голосует. То, что они в 2009 году, то, что я вам показывал видео, взяли без спроса у чеченцев, возвращают. Идут дальше вниз. Остается 8 сел. Это 50, там спорная территория была 81 тысяча гектар. 81 тысяча гектар. Поскольку там проживает, большинство сейчас уже проживают наши братья Гала, население там проживает,
Рамзан Кадыров говорит, Ишвай вежрибу, мы спорить не будем. Эти 51 тысяча квадратных метров и 8 сел остается за пределы, то есть остается у Ингушетии. Чечня выравнивает там границу сверху, там небольшой кусочек с Горогорским. Я вам так вскользь рассказываю, не детально прямо. И вот эта граница заключается, выезжают в Магасе заключается договор. Там же кучка людей определенных поднимает панику. Без нашего разрешения Евкуров заключил договор, отдал АУ, митинги и все остальное вы уже прекрасно знаете. От 81 тысячи гектар чеченцы возвращают только то, что было взято незаконно в 2009 году, эти 28 тысяч гектар, или сколько там, 30 тысяч гектар приблизительно, которых незаконно присоединили к Эрзе. Вот и все. Ничего не взяли Новчи у них. Наоборот, братья Новчи пошли навстречу, и на самом деле так и есть. Исторически, если вы даже посмотрите, вот так оказалась вся эта ситуация. И много раз об этом говорил глава Чеченской Республики, председатель парламента. Мы оставили. Евкуров сам заявил на всех федеральных СМИ, что те, кто говорит, что я не прав или что-то передал, вы можете посмотреть, мы остались в жирном плюсе, потому что нам осталось 51 тысяча гектар земель. Вот такой разговор есть на «Эхо Москвы», кажется, и московский комсомолец дает интервью и говорит, как все было. Вот так все заканчивается. После этого, с 2018 года, вот эта вся ситуация, они начинают мусолить. Хотя им говорили аддит, мадит, то шариатский суд, то другое, то третье, десятое. Даца Дюарзич. Довели ситуацию до такой. И сегодня, когда говорят, что земли, которые украли, вернули, и почему никто не возмущается по 2009 году? Почему не было ни одного митинга? Почему не было ни одного несправедливого у братьев взяли, а нету ни одного слова. Вместо этого мы получаем за 3 года Филькину грамоту 1000 листов и высказывания вот этих непонятных людей, которые говорят, что опять же кто-то что-то украл. Время закончилось, мне нужно перезагружать, я перезагружу эфир и... Приходите опять в эфир, и мы продолжим свою дискуссию. Если кому интересно, не теряйтесь.
Насчет термина украли, забрали, своровали, с помощью там якобы Путина это сделали и так далее и тому подобное. Если вы говорите, что украли, мы, да, мы говорим, что да, украли. Если вы говорите своровали, мы говорим, да, вы своровали. Если вы говорите, нет, там такая ситуация была, там по ошибке, ну, ошибка, если по ошибке не нужно было, в 2018 году нужно было сказать, хайшуйся, 1, 2, 3, 4, 5. Меня слышно? Шаройский туз Омар задонатил. Омар, так, чисто тейповый донат, второй дошел сегодня, от дышницев дошел и от шароевцев дошел. Шарой туз Омар, дался Йоэл, дала духва хуэл будисник эзерка судолил. Вот. Послушайте, если вы говорите, что мы украли или отобрали, мы отвечаем, украли в 2009 году. В 2009 году никто не вышел на митинг. В 2009 году никто не сказал ни слова. Взяли, прихватизировали, в 2018 году вернули. Вот как произошло. Без обид. Мы не говорим, что это был виноват, что это сделал весь ингушский. Нет. Весь ингушский народ, может, и не знал. Но те люди, которые провокаторы были, они или сделали это, все знают. Если кто-то вот поэтому, то, что я рассказал, считает, что я обманул или что-то не так там говорю или хочет перепроверить, отправьте запрос, я приму, выслушаю вас и скажу вам ответ, который я знаю. Ни больше, ни меньше. Что касается выступления, что только в 29 году перешли эти земли, это неправда. Претендовали на эти земли еще со времен и гражданской войны. За эти земли воевали многие чеченцы, за эти земли. Что касается, у меня были разговоры о том, что были ли там, жили кто-нибудь, покажите там Кашмаш, которым 100 лет и так далее и тому подобное. Есть и такие разговоры, которые просят показать Кешниш, который, я вам говорю, еще раз вам говорю, что есть там Кешниш, которым 100 лет. И Ильяс задонатил, брат Ильяс задонатил. И еще один брат задонатил. Аллах да са дуэл будисник эзерка судолил возенде. Да, дух да дуэлшу. Всем, кто донатит, помогает, да си дуэл будисник эзерка судолил. Разница ясно везре. Я вам говорю, есть имела кезгдала аж диннеге уэй облса дуэл эрдушун. Поэтому ничего нового я не говорю. Ничего для того, чтобы там якобы фитнул, я не говорю. Я вам рассказываю историю, я вам рассказываю то, как было это. Верите вы в это, не верите вы в это, вы можете зайти ко мне в эфир, отправить прямой запрос и сказать, как так-то, так-то, здесь это было иначе или по-другому. Правильно поступил к вам ваш глава вашего региона. Это вам решать. Это ваш глава, и все, что происходило в Ингушетии, это ваше дело. Понимаете? Все, что происходит в нашей республике, это наше дело. Взяв и вернув нам наше, вы получили спорные территории. За это говорил именно глава Чеченской республики, председатель парламента, говорил, братский жест и нашун. Больше спорной территории, Ячун, эти 2 района оставлены. Эльча нет. Чтобы только о них не говорили, начали рассказывать какие-то сказочные, заоблачные вещи про Гуериза, Шилковской, Наурский район, который век никогда в жизни и не был, и не дан взамен вам или кому-либо чего. Это для горных жителей, которые проживали в горной части, чтобы их можно было разместить. Еще раз, Чеберлоевский, Шароевский, Галанчожский, Итумкалинский, Шатойский район. 5 горных районов Чечни категорически запрещено было возвращаться, я говорю о своей родине.
запрещено возвращаться. Боялись, что опять начнут вооружаться и делать восстание. Вот как все это было. Остальные разговоры, я не знаю, уже обманули вас, рассказали вам, не рассказали вам, но факт остается фактом. Что вам там рассказали о том, что 5000 лет тому назад эти были ваши? Нет, это вопрос не об этом. Последние 150-200 лет тому назад эти земли, последние 200 лет, были на территории Нохчичу. Мы говорим, если они последние 100-200 лет были на территории Чечни, пускай они останутся там же. Но не угомонились, начали оскорблять, начали одно фитантуш, стравливать головы, ногти, стравливать без, головы, ногти, стравливать без. Делали все вот это стравливание, выходили там то одно, то другое. Потом Абадиев признается, что, оказывается, с 1860 года эти земли никогда не были. Он говорит, хоть Китай придет, что это неправда. Эти начинают, он лжец, он неправда. То есть между собой даже и ситуация. Мы-то знаем, что эта территория была за чеченцами. Сколько хотите, карт можем показать. Сколько хотите. Показывают карту революционного периода. Да, вот эту тему мне очень часто присылают по Чечения. Вообще правильно Нохчичу. Самое правильное это Нохчичу. И начинают там говорить, что якобы туда-сюда. Уважаемые мои друзья, всем, кто не знает историю гражданской войны, хочу, чтобы вы знали. От того, что активно участие принимали ингушские воины, ингушские представители во время гражданской войны, во время того, что у них были большие амбиции, им обещали больше выслать всех терских казаков, которые были ненавистны советской власти. Если белогвардейцы там выбьют белогвардейцев, что получат больше земли, обещания, то, что активно помогали красногвардейцам, то, что красногвардейцы максимально успели отойти в Грузию, пока наступали Деникин и его армия. И ваши договора, этот процесс, то, что вам обещали, и что кто-то из историков советского периода это зафиксировал, это не обозначает то, что эти земли исторически принадлежали только ингушам. Конечно же нет. Потому что есть точно так же исторический период, кто купил эти земли. Эти земли купила царская Россия. Понимаете? Это земли царская Россия купила. Расселила на этих землях некоторые части. Опять же, что касается Уарского, я вам говорил 1000 раз. Кем является... Я не знаю, Ильяс, запрос, если отправят, я приму. Если запрос хаяти, я приму, конечно же. Я же всегда принимаю гостей. Я не против. Тему хотел поднять в Европе тотальные проверки всех соцсетей. Тему тоже мы обсудим. Поэтому, что касается вот этих территорий по истории Иштишуны, про это более, я думаю, что у Майрбекова, Чагаева и других, кто хочет узнать, по Горской республике, я же вас просил, я опубликую информацию. Я просто еще до этого периода не добрался, пытался понемножку. Что касается Горской республики, Муса Зурабов любит очень снова и снова говорить о том, что якобы из Горской республики чеченцы ушли первые, они не претендовали на эти земли. Но Муса Зурабов не говорит другое, что ингуши тоже вышли оттуда и не претендовали на эти земли. Нету ни одного документа. А оставшаяся восточная часть Сунжинского района добровольно сами изъявили желание присоединиться к Грозненской области, Грозному, то бишь территории Чеченской автономной АССР. Хули? Чеченская автономная СССР.
И после 92 года эти села перешли туда. Что касается, что там жили все время ингуши, это тоже можно очень просто объяснить. Ингуши, наши братья, это одно дело. Уарстхой — это другое дело. Уарстхой там жили. И никто не сомневается, что они там жили. И с 18 века Уарстхой там живут. Мы это знаем прекрасно. Но даже во время войны, во время имамата Шамиля, с кем были Уарстхой? Это нужно осознавать. Они были в имамате Шамиля. 99% были со своим народом, были со своими братьями. Многое они потеряли, да, многое потеряли. Дукница, Бина. Им пришлось вот от многого отказаться. Но сколько там? 1500 семей уехали мухаджирами на Ближний Восток с остальными 3500 чеченцев. 3500 семей были чеченцев, 1500 были уарстхой и 100 семей было ингушей. Ну, из этих 100 семей, если я не ошибаюсь, многие вернулись, вроде бы, я не знаю. Но я знаю, что было направлено письмо в парламент царской России, и им разрешили поселиться, вернуться с депортации. Вот. Поэтому это, в принципе, известные факты. Вы можете проверить, если вы считаете, что я где-то что-то могу и ошибиться, можете поправить, если чайна асанийца Аллахиетаха ищ ситуацию. Поэтому мы считаем и знаем, что с кем были уарстхой, мы знаем. Да, конечно, есть периоды, когда там некоторые начинают показывать справки, документы, где 1 или 2 семьи из уарстхой якобы подписала договор с царской Россией. Да, у нас и наши 3 села шатоевские тоже подписывали договор с царской Россией. Ну, это не стоило и выеденного яйца, потому что это временные, так сказать, договора быстро расторгались в то время. Ни больше, ни меньше. Вот. Договора заключались, но их, насколько они имели силу, знает каждый. Ищ ситуации Яшуна. Юшун, точнее. Я не утверждаю, что во всем я 1000% прав. То, что читаю, то, что видим, иду. Может быть, я не прав. Может быть, все было иначе. Аллаху алям. Но, по крайней мере, из того, что мы читаем, мы знаем, что это так. Вне всякого сомнения, уарстхойцы с первого дня воевали, как и братья-адыги, вместе со своим ногчи народом воевали против оккупации. Ну, в то время это было понятие оккупации, а Российская империя расширяла свои территориальные границы. Proto Motors 4.4. Я не знаю, это отказались они, не отказались. Может, отказались. Надо убрать границы, надо объединиться. Ильяс, ты сейчас так пошутил? Уарстхой вообще не поддержу, да? И, кажется, задонатили мои братья-адыги. Брат Заур, адыгский воин, задонатил. Заур, дай Аллах, чтобы... Я понял, что это шутка, Ильяс, я это понял. Дай Аллах, Заур, чтобы у тебя все в 1000 раз приумножилось. Вот такие наши братья-адыги.
почти что на каждом эфире пытается задонатить, помочь, проявляет себя с лучшей стороны. Дальше задавайте вопросы, отправляйте запросы, если кто хочет поговорить, конечно. Хатта ждала, хатта ищушон. Главное, без мата, без оскорблений, я готов ответить. Ва алейкум ассалам, Заур. Это наш брат с YouTube-канала Башлам 39 Лайв задонатил. Кстати, Заур, ты сегодня первый, походу, с YouTube-канала, который задонатил. Нет, с PayPal никто не донатил вообще. Я задал выше бах гуноицу. Так, гуно. Давай посмотрим, что задал гуно. Так, гуно, берсаджи. Гуно, она мечтает ешь, вопрос. Где твой вопрос? Почему мы их в эфир зовем, разговариваем и так далее? Они даже за вопрос логичный у себя банят. Почему так избегают диалога? Причины какая, как думаете? Ведь они уверены, что правы на миллион, что у них миллион фактов. Не знаю, мы открыты, мы ведем диалог, мы с братьями готовы общаться. Вот поэтому мы готовы общаться, разговаривать, только вот поэтому. Что там они не делают, что они банят или не банят, это уже церковь. Я максимально открыт, я никогда никого не оскорбляю. Вот. Я не слышал другого, Даргоевец. Была той Эл. Название Юхсун, Хэшхен, да. Отдельно, что до этого и по-другому назывались, я не слышал. Башлам, расскажи, почему Навчи не давали спуститься... Нет, вы не путайте. Джайраховцы ни при чем. Джайраховцами последними чуть ли не спустились Джайраха. А те, кто спустился и кто насчет Назрани договаривался, это не джайраховцы были. Назрановцы это не джайраховцы были того периода. Но это история соседнего региона, я не хочу туда вмешиваться и не буду вмешиваться. Договор есть договор. Это ингушская история, это их лично. Но то, что договор, который был заключен между черкесами, чеченцами и назрановцами, тут речь идет не о джайраховцах, тут речь идет о других ингушских тайпах. Не задавайте мне вопрос, не, не надо, я такие разговоры мне не нужны. Вы все видели этот договор, можете прочитать, там все написано. Зачем у меня переспрашивать, если вы и так знаете, что это есть на официальных документах? Башлам, а ты у нас в республике учился или за пределами? Я учился и за пределами, и в нашем регионе. Закончил Чеченский государственный университет в то время еще Льва Николаевича Толстого на красный диплом, исторический факультет. И закончил за пределами уже Академии государственной службы при президенте Российской Федерации Москва. Ва алейкум ассалам. Нет, есть, Ильяс, последний эфир его вчера был у Бузуртанова. Это Сенимбамцы, Сениба грузинского троицы ингуши. Я еще раз не люблю слово дань, мань, вот такие вещи не будем. Испытник амялду. И он ждет царства. История есть история. Я понимаю, что нужно говорить как есть, но такие вещи я говорить не собираюсь. Поэтому в разные периоды по-разному относились люди. Айле,
когда ко мне приходит, я сразу принимаю Бузуртану Новый год Дудов. Но он пару мне скидывали ссылок, где он начал там рассказывать про мелодии якобы. Опять немножко оскорбительно, но он теперь уже не называет чеченский народ Цоолцу. Ну, понятное дело, что якобы мы используем мелодии калмыцкие, азиатские мелодии, что они нам близки больше. Ну, сами догадываетесь, кто живет к востоку от них, это уже понятно. Башлам, именно из-за того, что мы такое не говорим, наши соседи думают, что этого не было, нужно Подождите, как не было? Есть документ, посмотрите, это официальный документ. Российская империя такие документы никогда не уберет, потому что она стала покровителем, и она считает, что они позволили им поселиться у крепости Назрань. То есть это была российская крепость. За что ушедшие с Саниба, так, это санибские не было. Узуртам передачу про геройство ингушей я и не нажался. Ингуши Маалиш, Ингуши Юштация, это то, что он говорит, вот называйте его. Ингуши ни при чем. Ингуши это не Бузуртанов. Бузуртанов это не ингуш, не ингуши. А это провокаторы вместе с Абадеем, которые, несмотря на мораторий, сели и начали рассказывать сказки. Сейчас он говорит, что это его просто пригласили. Он вообще ни при чем, и он вообще не поддерживает эту идею. Где ты был, когда ты эту фитну разжигал? Я не знаю. Это было бы то же самое, если бы я во время моратория пригласил бы кого-нибудь, я не знаю, какого-нибудь блогера из Республики Осетия, и мы бы начали бы обсуждать ингушо-осетинский конфликт. Как бы это выглядело? Я заключил мораторий, я сказал, что не буду говорить, но я приглашаю, там, грубо говоря, с соседнего региона, с Осетии, приглашаю кого-нибудь к себе в эфир, и мы начинаем говорить об ингушско-осетинском конфликте. Не из Хальдари. Да, сэр. Вот то же самое сделали они. Ну, фактически то же самое. Вроде договорились, вроде все нормально, вроде перестали. Муса там пытался что-то сделать, остальные, я, само собой, молчал. Но, как вы видите, я не нарушал своего слова и дальше не собираюсь. Я говорю, народ не трогайте. Народ ни при чем, реально ни при чем. А эти балаболы, пустословки, ну, их надо сажать. Будем называть их как есть. Тардяшкал фитан. Вот. Если они сами его считают таковыми, то есть они считают своим героем, это их проблема. Еще раз я вам говорю, это их проблема. Короче, ногчи, ома, ногчи, латан, хум, Башлам. Хамса. يلا ريز خلون تاجو ديك خبيست خوشو سخزدات سو تينو ليش ورهيان بشلام ديل دادو يتنبو الصغر نيتن سنة خلي يشوز دا بوزورتانا ورسلاني بغاحة تغل غاي تعوني دنق إنغوش كتعوني دنق لازم يروش سايعيو جو أكتيفيستي وقيتي يا كروتشي إز بوزورتانا وشيخ من ليلش يو تانا قيتشن عادات بريستاي ديع أسيتينش بو أتشوا قيتي أسيتينش بو والله أسيتينش ثاني بيكش بيش زابرش يا الشيء تعتصبر خودتو وش ذات أمل داش بيوع قيتي يا سؤالات Юте пошатак. حجل سعودية الغيش مو كراستكي прекрасного и мот бьют цар قيتي يا прекрасного и мот бьют هينز أهلك دري سمل جوريز وخيان غلغي باتش غلغي قولي لا داتش تاخ إيش شين لو أكليو قيتي يا شين لو أكليو نو غلغي بات يينا بوصل باجي تتيشسو الله عندك هذا إيش مش بو بوصل بو بات نو والله تتيشسو سو تنتي واغي شو بشلا هجلا ديل ريز خلصوا حجز ألدر هم تجود ديك ورقي قيت تسوي سمناخ победи зло добром мал. Тагын сәйерцел хую, тагын сәйерцел дейрю,
سير دون عارش لديريو نخشي غلغا وشي تبيزر تبيزيتر تحيو شل زمننا وإيغيتر ويخماست خيبر إيدو تير عارش لو كويرت عارشو تقصر دون غلغا يترخ دوتي غمل غلغا يترخ دوت وين دوق ديك باشلام وين دوق ديك وي هم تأنا دوتي تأنا ديج وي يجري بوي غلغاي خل بويغا خير بويغا تخيل تبوليغا ويتان غير دويغا يتيو وين غاشتوي ويقون غودو هم ويدرك ديسي شوشتو سير يا سعدات نهودو غايون احيت قالك دريج او زلطو يومدو بزور تانو غلغاوات قي اي بزور تانو احيت نرشو غلغابات يتيو إناخ تار دونا يغلغا اسمخ كبات عاري دري بزول بابوش يجنتي باس عاري دري تيغا يقون غوي هنتم تبكاد دون مانيبولير وتدلت هيك دوي زي موت بيش إيش سجع بات عاري إيش أكن شاتن لشيدين خسارك بوه باللي عاري صار يفلص يا عايا اسمه قاسي سنت دعوة توليرون أصو دباخو كده أز بوزو تانو سألك الجري يفلص ريرون سجع هذا يلدع إذا ما يو تشرتو دقوا لوخشوا زود بيرش تو بدي يتعد يلدع بدي يسياس دي خبر памятники сунам памятники и памятник алама арать он тема яхта делда моя сун до того не по кайфу я сумма خيط ديلا بيخ ديلا سنويل تينير بودك ديش دوي سونقين دو نسبة بشلام ديلا سنويل مسينير والله تينير سونقين دولشني والله سايش سا ويعزو وينوع يوم ديش الداتش ناسيس تصيد قاعد памятник قال ايش ولسه خيطيا ايش بولجين يشون نو и памятник يا خيطيا دعوتو يرتار خيطيا شيء قال لك и памятник وتوليرون زاد يكونش تيكن ليش غيبانوش عايزن كونش بس يكونش تيكن بروست اسبوع غزيون اس انجوش يتيون شق ليش خير هذا خوي يتيون شق ليش خير هذا خوي الحمد لله ويجري بوسكا الحمد لله وين تغنى صار مثلا يعال شو يولش رز بروكاسي شو صار ده وين قوش تطبل ويجري يغبل لي تلبل لي تق نيتو دا بولش مش صار يجور ديون يجيني بازاريات يجيني بازار يجور ديون برنيكايش يوز سو ديون وين غا مغا بس حاجه اليمنتارني هم دوك بريميرنا باس طبعا يجيني بازار سكتش دين خي كاتش دين خي دوي يجيني بازار ثاني كاتش دين خي سام ساب ساب تستوتيس يجبطوا لك كاتش دين خي دات از غلقش نضع عيج يجيني بازار ثاني يلوريات والغيتم يلور ما يزانيز قيت يا سؤال دا ويهمش وشيتو التديز دال وران شو حدو يشخيج يمين اسم نغلات يجيني هم شغلات ايش دي سيناريلج طبعا غيل وين غش يخوش واق جينش نيخ كانت واق ديخ كانت واق يومش دولش ومش بقلا دولش وي حيوق بوش داتي باشلام حيوق بوش دات اساس وي وقلدوش بوجاك بوش وي غلغاي بوش دات غلغاي بوش وي ويجي داتي تبيز وش ويجي بوي غاديز وين تعاشي كويات سودا ويجي بوي غاديز no it's a doing it politic yes we doing do it's a group pension метти дозна doing ученич о где российский флаг ждать отмечать да doing медведь причем, конечно, вот из всего, что ты сказал, единственное насчет этого я скажу, человек, который сидит за границей, рассказывает о российском флаге, что его не было, причем с крупнейшим еврейским СМИ. Он разговаривает, рассказывает там ему, что там не было, вот видите, что там не было российских. Ну ты, блин, конченый дегенерат, что ли, посмотри, там их несколько роликов, есть ролики, где с этими российскими флагами. Ну тебе-то говорить о российских... Ажан, вот человеку зачем говорить о российских флагах, если он не жалуется федеральному центру? Ты всю жизнь этим российским флагом, ты зачем вот от того, что ты сейчас сбежал куда-то в Европу и стал а-ля такой европеец, ты не европеец, ты жил, понимаешь, до 90-х годов ты жил здесь этим флагом, и советским флагом жил, и российским флагом жил. В чем твоя проблема? Значит, это говорит о чем? Что этот человек жалуется и хочет вместе с этим представителем, я не знаю, израильского ТВ или кто он там, я не знаю, просто-напросто хотят это донести до Кремля, чтобы Кремль каким-то образом повлиял
или поругал, чтобы вот не сами не хотят разбираться. И законюртиется, человек отметит не царь. А законюртиется не царь Это отметит. были там флаги, и вот Акабах там. На одной стороне российский флаг, на другой стороне чеченский флаг, или там с Рамзаном флаг, или Ахмад Хаджи флаг. Это я просто видел, я не загрузил специально мораторию, Гумадат, Элдер. Я не загружал эти ролики. Они у меня были, мне их столько людей прислало. Просто да я уже почти 200 роликов, я все, я это. Başla. Som del ay el khazdel dat ay el khazdel buzurtan gholga wat ay khazdel ingush ma ba gonjal ijo podja delas qoqtui hunda jway doq qamdoi tagna وين تعم قاديز da qochena sa qochena daji imamsh molnash noqchi gholgay olsa daima luboyhum dechena noqchi gholgay ali Es могут غلغاي نوخشي أولش that's например сун цагез аз дух замечательно يوم نوخشي غلغاي أولش هذه that's يشوي بقى حسن بو يشوي بقى حسن بو تام ده تسويش تقولي تسويش كميريش يحش يوم شم دم دويتي قاعدات وين خاء دوي ضلع دونا والسنخ У меня нет. Когда у меня будут, я тоже на 14:48 их остановлю. Сформулировать, да, жворса из шيء سونا سداخل حظدونا دودا لسه غلغاتشنز سداخل حظ دودا لسه غلغاتشنز سون شورت غلغا بينا قيتي سون زان ساقر يا مرتبط سين بقدك بقليز وشي داجي اسعيجي دوق زودي على انجوع مس وقع دوقا مدوي قيتي اوروبيا غلغا بيش دات حول اللي غزعه شويه ايلوت قيتي Вот хелам до и цалс. ايش تخلدو اذا يمنا خلدي ايش دويز نتصير زداش نجح سن تغن ويدون شابجي إزغلي قومن أل ويدعو دولي نجح سن صار وي باقش تقول تولم صار دوي صار باقش تقول تولم يغلى وي إيغو غير جبلنا بوي صار تولم خل نجح سن وي جمي وقو غلغا إنجوشيش بوقش ذات ويوم جديد دولا وينابرت أنا نجسن أصعبك شوك نجح سن حسين زدوت داقش لبوينك هو تسويتشك وكم سوي دوقس أصلاً دعنا بزرتنا وسام أولت وإمتى جت وسعيت مش بدي جاتون الأجدين عبد بزوج شيء موي زان قيتي تلقش قيتي إتوز أسرع زودات قيتي كروشي غلغاي واج أصل أول بزرتنا وسباقش طولهم خلص دعوانا سويش دعوانا ويش ميفتح قاس دعوانا سويت ثاني دعوانا لما دينا إحنا وستي تنتكيو كروشي ده دعوانا سام والله ويش ما ديتي ويش ميزان برت خلي نجاسن توش ويل الوش خلي مس مو أدري أرت دويس وش وقع دويس مر ولي بريمير نبايسم أقوى سي يشوش بزرتانو إتشن تأخي تنرش أقوى سي يشوش هنديو صار بوق شن دياس سبيجي تنديل سي بجري يموكم نبريمير سوال غير سوال غير شو تأخذ شو بس يسوقوا بس سي منين يشوا أسويتشك سي أولو أسويتشك that's إيديك والله مثلا دعنا سوش دعنا السوشين دعنا سوش عيه نقدينا عبوسو شو تنسوش دعاق نقي خيل ما قولي نبريمير بايسم تغنى سوش أتكزاس لما تقولي صداق سال عواقني سال قال عواقني وش وسونيز عيه نوي وش وسونيز قيتي تغنى قال هم عواقنا دير عواقنا سون إزبط حصل بيجوش وات إنسان دعنا هو دينا وش قيتي سال عشودو تشينيز داق اتسمنا خدوي اتسمنا خيط يزوي دا تيوك بريما دوي حانيخ بوخش دا تسيرشيو شوي هونداج اني представляют холгайгам уж холгайгам представляют да там у власти будешь там возможностью церга хетио там подконтрольный паблик шуцей хетио десятками да сотнями тысяч нах больше. Но это не означает, что он, там, например, эдукацию, что он Дагестан группа, это же 500 тысяч нахбош, примерно, брайсом. Старичек подъезжает, мы туда эти свалы. Ищ нахбус ануа. Вейду он, хинц элдолунду, если асустиз.
Buzurtanov Ingushi Basudis. Buzurtanov is Ruslan Buzurtanov. Даже Buzurtanov واسمه даже Buzurtanov أنا واحد ديك أنت خير بول ديك بوصل ناخر بقيتها. هر Ruslan Buzurtanov хитро سوالة سقيتها. Короче, ишти волш. Мы поняли. اشتغل يزول بجري. بيحكوا لنا عشت الخزل شوي نرسو. تعمدوا ويقوم الماستر ويقوم الماستر. ويقوم الماستر صحيح شوي شو ده؟ ويقوم الماستر وي إزلون إز غالغي بوي ويجري سيري ماستر وي سيري ماستر وي دعاء ديز ويجرشن نجاحسن نوخشي عجل تعم دوشن ويجري نجاحسن نوخشي تارك إيش بلوق شو إيشيني دوشن دعاء لوشني شو إيشيني دوشن نوخشي قام قرلق نجاحسن والله بجري شغل وبشي العدو دوشتشن يدي شو ويتعب بجري تقولي هو دنيا جو عدو أنا طبعا يخي ولا وصل وات نقشي إيشين شو ده يدي شو دنيا جو طول يخي ناخد شو يدي شو يخي تغادات اسم له خي تاقيش يبروكاتش عدايتن بشلا من ليس يخملوه بشلا مسألة سعدوش حالة سيقيتيو ليس يخملوه اسم الله شو دام ابو بجري شو دقنش تندي حق دايقي وسكميري دايقي لا دو غلش تو ديشتك شو قيته دوشن سو شو هم سبو غلخشن لا بروت بجري هوندات وتاع هوندات بوش قام يلدش مو دايم اش دي عنده شو تاع كيبر بريبودنس يمودو جاي مودو ايش كرتين تاتك وات تاتك وي تاتك один и тот же человек шин комнате чуадат это прием мишен теологический тест düşün Santıgın derazını humşuyor. That's in perfect diye atıyor. Saittik yes that's san komite çuvalı al ana ala soza ben işte. Ho şu an diyor okul adım işte nah ben onu da zlodey o la çubügüş. Ani budu fnom iskat zlodey. Nagasan iz taguy ukuna çuadat etçe çubügüle al that's ho şu an ya de admışın dikidin вообще он святой taguy çubügü. Ani budu fnom iskat святого. İşte lebеш манипулировать беш bu ежели. Ежели şu daga diyesiz. Манипуляцию конкретной юэч. Это что? Մենք շնորհեջրի լդուս բերկումել շուղ եղբն. Անով յուղով եղբն. Мега, давай. Мы дальше принимаем запросы Баса, вопросы, отвечаем на ваши вопросы. Черта, ты точно трезвая? Гималая 01. Вроде бы черту можешь мать, ты не хейч, аби бахицу. От меня этого никто не дождется. Я умнехшим, это я повторяться. Я просто сторонник точечного и массированного направленного действия. Он молчит, и все нарушили. Нет, он нарушил. Никто не нарушил. Никому дела не было даже. Честно сказать. Да, в восточной части именно такая ситуация оказывается Аухмака, Тигастаре, Кешнишкар, именно времена Чурты, времена Шехмурзы Акотского 16-15 веков, Кешниш Лихалюша, есть люди, которые ломают дуодяш Лежнахбук Аухмака специально молодой богач. Никто не манипулирует ими, движет нацизм. Шпильман! Шалом алейхим, ба. Шпильман. И тебе того же, но ва алейкум ассалам или ассалам алейкум у нас говорят. О, Шпильман, да. Митинги 50 тысяч не были ингуши. Твоя правда. Твоя правда. Ну, всех мы никогда не задействуем. Ассаламу алейкум, башлам. Алейкум ассаламу рахматуллахи баракатуху.
الحمد لله ديك ده عشرة الحمد لله دي رأيت ثاني الحمد يعني ايش لله الحمد لله قاعدوا مش عايشة يا باشا بس ديك الحمد لله ديك عشت سو كاكا بوش نسي ماشينا اوكي تناول وصل شو ها سو по-охране, что 24 часа в сутки, это готовность как бы, что юхвеку супермаркет, в шин районе, вунда, да, тига сигнализация лече, что выезд сколько выездим поса, и чисто на себя был пусть чисто. иди кто в любом случае иди кто باشلام سو مثلا خذ خود دي چون برکل اول احسو از زوج گزین باشو از نه واستنا اشتا ای سون این خل پدیش که ای های کانال شو های ویست خل سو پدیش اتویرا الله ریز خول جو خذ قدر خل ده تاك دكتشان خزيت لا سون اشتا تعبش يحين تسويش سن اشتا تونتان جرجلو تسنبوش إيش تبيخش بوش بيشغل تان خايت لا سونا سق مخو ولا ها وتسقى تندقع هودو خاتخي ويوج شيء أنا خلق وتسقى كيكودنا شادوخكو ولا تحيلك دوز شادوخكو ولا الشقو من دوخ زيادة نشيا دشتيا شاجو تسلينا براولنا شو ندوح البوض بنيش شاجو دوخكو ولا ша руку братства, что протянуть до эльча, если принять на так, что хай лексон из хунт эльча и принять цадич хурмадацию, он тусаги дагадик искренне дуя искренне дать. Так, что принять дариз, так, то ши и хлористер, что чек цавиларис сундела. Сега, из ситуации, Яри, вот знаешь, что мне интересно самое главное? Буквально недавно я разговаривал с человеком, который тоже зашел к нему в директ, но прежде чем зайти, дал халка туда-сюда. И чували, он зашел на страницу, смотрю, у него там стоит этот, Колумбеков. Я заскринил его и пару карт заскринил его. Так, хадешо дала сауш как чено язин дела вак со хай хол чошо веч вакруа как че башла насо шо вискал валка цанга наоса. И вот я захожу к нему, и мы начинаем говорить, он начинает мне предъявлять, вот ты работаешь, мне сказали, что ты плохой. Вот у меня 10 тысяч постов, покажи хоть один пост из всех 10 тысяч, ну сейчас 10 тысяч с лишним, хоть один пост, где я плохое слово сказал про ингушей или галгай. Говорит? Вот тогда мы с тобой поговорим. Ну и мы разговариваем, я говорю, подожди, у меня нет, я говорю, свободы. У тебя есть пост бас, допустим. У тебя вот стоит это, я рекомендую бас. Ты знаешь его? Знаю. Послушай, бас. Ер Колумбеков выхаем бас. Хашим. Он не Колумбеков Швилли. Понимаешь? У него мать грузинка, отец у него осетин. Он Колумбеков. Он не еврей. Он не по материнской стороне. Ерна вас ногчи комана. Си дух дяш, си созвяш лишь на оствор. Я ему объясняю, и сейчас окос такой. Я говорю, но я тебя понимаю, бас. Знаешь, почему понимаю? Ты, наверное, его загрузил не потому, что он плохое говорил про нас, а потому, что он хорошее сказал про вас, бас. Да, Цундерю начать загрузить вас. Но, а сам я думаю, если бы Буданов и Буянчухит Бугуали Хакахурскилатву, если бы он сейчас был живой и начал говорить чеченцы красавчики, я уважаю чеченский народ, как ты думаешь, стали бы чеченцы ставить его на ролики? Никогда бы не стали бы. Это... Но в данной ситуации, я почему сказал в этой ситуации, когда мы приняли решение, он целенаправленно, он работает, до сих пор он работает. Он показал свой гнев. И даже если бы он не показал бы, я все равно своей ночью вещи твоей ситуации. Сокей саболча хайтер верта
Хайтале сона социн связи валар худур элча сун со нохчи халаритер цюнцан ачатрулет кичухуша цадуашлар да камел де цахуш я дерска шайн цацат эчи камел де шхал сун эчо хот цахуш чуахшия и удачнейшие и видео кускшие ханцо и распространять яж вишвой меркель я чилается дело связи вел ворсо цюнц алла дел тешу Гюржи даже подключить бин связи вела ворсо даже тиг Тбилиси абул Гюржи даже подключить бин царь шаш лохору элла ворис шен ша лохору хамахи даже ша связи вела через других грузин сумойшу Гюржику холан связи вела ша дохку вела ша ишта диелин ша и хуман шинс дюн да как ну обещаю что больше с моей стороны этого не будет. Я осознал лучше дружить всем кавказцам. Больше их амелдина, что дохку продержаться. Цадирцу социн связи вала гудар эльча, цюнс гергерлол лиха да церцуот, чат ролит кичуахвой связи вел ялта горкуш разные. Цаде бага мотба цер ишет эчо очина, дюхат эчо цун цу хана ездишь, дюхат на езде. Цо шие удачный кускши хан чухяс нерис связи вяч элир ца пегаш ца чат ролит кичуахвой связи билерха. Он настоящий ногти чут экачи хо сацвар вон, сацацавойч at i auditorio غلغ حست نوشن لو توجه دو تاوش هستوش وخوشن حلوش خلشت تونيو بيتنش دو تونيو زولم دوخ كلها at i هو at ايتلي هو ستولي الايش سوازي بالورسو تا وي شمليون دو ايركا около 2 миллионов около 2 миллионов Сайн и отделде со частица моего народа, своего народа, со волдела, то от чатрулет кичур и видеош кускшияш, даскош, вот вам грузин показал бош, и меркел кош хайна, и леца дел вистхалусо, со санна цун связи вала, мила боойолш вор, это болуш вор, со ночи хиларитер цун связи вал, со как хакот ворша эльча халеца, по крайней мере, дик дух хорошо элла, цулт и ха, и чек цавела цуна ши ответхаю хен заман чуаху охилаха но ибахандер связи вала وين خزة عدل دو أتويت خزة ибахандер связи вала со нохчи хилар дар нохчи чун эллак сайна шун сан отталар дар со лилч мети хад нохчи чун эллак цама гитара дар могутур дац инша Аллах сон нохчи чун эллак сун олушду дела ради аз доса дош Аллах рез хулон so başlam hoşala ну дат her vakt boçuksa da her волелса Тигер еще у нас здесь небольшая ситуация такая. Многие люди до конца, когда не услышат, думают, миротворческий, хамил, что дабилой, и многим уже сразу, есть о мире говорит, когда я сам призываю к миру, Олег, и это Суна, ажал башла, сун хадей, Суна вообще не наблюдал. Селхан Хаджансо до конца видео, Селхан до конца видео, Хаджансо, может, тазаю, халатош. Я стал наблюдать, слушать дело. Цан метти, если ты кичуатсо, цана комат, кичуатсо, цана эгора, и цазили хоцы, красной линии, чисто перейти один сунгин дать, поэтому, что сайнхита, уже связи я вышел. Хасан Киеш Берер, потому что да, Элдол, Хум, да, был Хезерт, это удивится. Единственное, я что хотел добавить по поводу того, что Элдол Хумдарим насчет этого злого Изи Эл, остальное грузина, всегда с грузином у нас уважение, злой Изи Эл, это нас, потому что он себя ассоциирует по материнской стороне, а только евреи ассоциируют себя по материнской стороне, злой Изи Эл. Всегда или у Элерцу, я из княжеских родов Элерцу, был такой род, есть такой род Кулумбековый, князья, был княжеский род Барцу. Конечно, куда мне деться, это моя связь, как бы мой отец, отцовская линия, я осетин, но я в душе грузин. Ну хорошо, но в любом случае, осетинская. Валлахи, Бог твой, валлахи, биллахи талай. Мне абсолютно
наплевать, что есть то, что кикаем, что даже в выжрице, Да, конечно. мне без разницы. Я просто говорил ему и утверждал, я несколько раз, то, что он рассказывал, вот эти сказки, Ну, я его проверки сделаю. Я говорю, вы яйца дича, вы оставь сидите да, крича. чеченцев не трогай, Остальные... остальных хвали, не хвали, это твое дело. Потому что он рассказывает, что в 2008 году 2000 чеченских воинов пошли воевать в Грузию. Бадати. Не во время Абхазской войны. Угорчо, абхазский батальон, Угорчо, Юльчхайна, 120 абхазский батальон. Вот я же об этом говорю, там 78 где-то кто-то говорит, там не было такого количества, понимаешь? А этот человек... Именно около 100 было, когда Абхазия, когда к ним еще добавились, когда 100 так ногти чуха, ишке Юльчхайна, 100 гошкая 20 абхазский батальон. Уга мирное время, наоборот, алсам маболи, тем лой бубош беш. Ну да. Уж хабех Юльчхайна, брат, сама баха, 78, 120. Ну вот просто такие моменты они рассказывают, и про это рассказали. Они говорят, до 2000 добровольцев было Абхазия. Да. Я говорю, вы когда-нибудь 15 видели? тысяч, 10 тысяч, может, им шьются. Ну вот я... Абхазский батальон, вот я. Ну, ты что, там беш, мацахило, шишины, там я, 2-3 тысячи. Я думаю, просто знаешь, у страха глаза велики. Он так Ну говорит, да, что 2000, 3000, ну, чехиль себя, хухида, представляешь. Да, я об этом и говорил как раз таки, напоминал вам. Кица хома душун, захуча, хайт лясуна, цуосо, поцо кинуть, вин поставить, вин эломадать, сейнат, суется махитрит даш, сюд махульсум подлизываться даш ворез, но когда я услышал цуоца, ночью историю Ючхайнаха, я с руки ворончаха, حجر سوتسوديش دوك أميل إقامل سيد حما خزنا سوريز وشو قامل حما خزنا أستندات سوازي هو ترانسلاتي نائلر كنجال حين ديتلا كنجال سيكايا لا سودادا وون سون هوغا قصوت سيوشون حملوا حقيتنا هاي كوغ ما حقيتنا إلدات إن شاء الله خن يوخو خلا سيصوت هذا ورو تخلا شملوا نوتش بو إلريا أشين ملوا نوتش يوقع تقول ويك نسلو إن شاء الله. صحيح وردو. Сунт в любом случае. إذا وين شين كرور دوك تنا حنا ليلو تنا. شادق إخايت لا إشتا ليرس هنا بركل ديريز بولون. هاي ترانسلاتينا سوبر جات ويرا تسمت يا الله عليه سبولون. الله دال وبرتع بول. الله دال ديكنك دول الله دال ديكنك دول مصو بوصل بنا كلام دات بشلا دال إتو بول سلام مسير هذيك شو مسير هذيك إتو بول ك Мичауи Кулунбеков, он в Грузии. Он в Грузии, да. Грузия. Ши масолан, ши зами, сихол мегада, цаю шигма язия. Да, Шпильман, так и живем. Это жиза. У него дядька, говорит, участвовал в 92 году против них. О сам чечен, я не знаю, кто или что участвовало. Я еще раз говорю, мне не важно, о чем он там говорит про наших братьев. Он может говорить все, что угодно. Ласкает, хорошо говорит и так далее. Там он закинул ролики, мне присылали, где он там доллары дает этим детям, которые помогают в Ингушетии. Я не против. Это его личное дело. Взаимоотношения его с ингушами меня не касается. Я прошу только об одном. Не упоминай чеченцев. Не надо сравнивать чеченцев и ингушей. Не надо. Мы ногчи, они ингуши. Если ты хорошо говоришь о ингушах, говори. Говори о других, что ты хочешь. Наши взаимоотношения с грузинами его не волнуют. И наши взаимоотношения с ингушами его не волнуют. Все. Это не твое собачье дело, Тузик.
Мы сами разберемся. Ни ни Шпильмана Баса, ни Кулумбекова, ни Красного Горшка, ни Артемки. Это не ваше дело. Наши взаимоотношения мы сами разберемся как-нибудь. Если говорить в общем контексте. Кто воевал, кто не воевал, помогал, не помогал. Я не могу в голове сложить, как такое возможно. Очень просто возможно. Еще раз. Взаимоотношения братских народов, двух братьев, да кого угодно, вас не касается. 100% информация. Сказали, что у его дядьки орден есть за эту мясорубку. Я не знаю, честно сказать, есть или нет, Балдик Дич, я не доверяю этому злому Изи и Артем. Я никому из них не доверяю. Люди, которые стравливают людей. Если у тебя есть желание, если ты там говоришь, у тебя есть неприязнь к России, это твое дело. А остальное, Красный Горшок Кей, есть там один трехкратный чемпион по истории, который рассказывает сказки. Соцацуа, Куруацуа. Она оставила духвагу. Аллах цая насун. У меня сегодня не так уж много донатов. Не приходило мне на PayPal ничего. Цаун цая насун. Нету, ничего не приходило. Если бы пришло, я бы сказал. Это я еще раз говорю. Здесь вот 7-8 на Сбербанк пришло. Все, больше не пришло. А все, гудеба. Если пришло бы, я бы сказал. Я же сразу сообщаю всем, что приходит. Ты как будто соскрывать тебя душсан. Цая евроция, полуевроция. Никто не задонатил. Ни с Европы, ни с Америки, ни с Канады, ниоткуда не задонатили. Или ты вот тебе понравилось это слово, что там кто-то сказал, что хочет поддержать. Ладно, давайте я сейчас перезагружу. И мы продолжим эфир пятничный. Кому интересно, я пропадал на работе. Я сейчас перезагружу. И заходите. Wallah, dalamsa delatso борзинате цаума. Деляряс, бигда эрдарке. Я сейчас перезагружу и заходите снова. Так. В третьей части нашего эфира опять же было 506 человек.
Это только по Инстаграму. Не знаю, сколько там. Возможно, еще было и в остальных прямых наших трансляциях. Башлан, почему ты не подстригаешь бороду? Шпильман, я жду, пока ты об этом скажешь. Вот. Наличного парикмахера собираю. Можешь прислать своего парикмахера, мы обязательно его поправим. Что с моей бородой не так? Такая страшная и ужасная, Шпильман. Очень обидно. То, что Сережди говорил Массухейнца Алячуэ. Сережди, честно сказать, немножко теперь шляпа нужна. Кипу тебе пришлю. Не надо мне... Сейчас я, подожди, кипу свою одену. Смотри, какая у меня кипа есть. Своя. Бисмилля. У меня есть своя кипа. Круче, чем твоя в сотни раз. Видишь, у меня есть свой чисто традиционный ногчий головной убор. Так что у нас, как говорится, с этим проблем нету. История про чеченцев из Израиля яйца Башлан. Сейчас она в Израиле. А до этого она израильская не была. Она была территорией Палестины в то время. Вот. Иштхазву. Харуан Садулаев. Ты Узлов грузин, осетина отобрал? Нет, у него такого нет. Это не кипа, брат. Это не кипа. Это национальный пес чеченский. Ногчи национальный пес. Древний ногчи национальный пес. Да. Не верите? Спросите у меня. Витал Башлан то ушел. Ну, все равно. Чадерец дал сидуэл. Держимся, иншаллах. Что рассказать можно еще? Проживают на территории Палестины. Бывшая Палестина, теперь это Израиль, когда-то бывшая. Вот, ни больше, ни меньше. Баймурадов 80. Шпильман, честно скажи, на какие спецслужбы работаешь? Я по аукциону работаю между службами. Да, 800 тысяч. Нет, 800 тысяч лет ему не будет, как минимум 50 тысяч лет этому пес. И это он еще хорошо сохранился. Он еще, нет, музыкальный, на старой национальной мелодии он играет. Но сегодня я не хочу просто слушать Масад Белху Уер. Тунтаев. Не поверишь, я работаю на заводе по производству йогурта. Вот, еврейский йогурт, кошерный йогурт. Хотя я не буду рекламировать тебе, за рекламу мне не платили, поэтому рекламировать твой йогурт не буду. Да, не буду. Да. У злого Изи никогда не будет такого хорошего пес. Башлан смотрел фильм «Трансформер»? Да, смотрел. Раз 10 смотрел. Конечно, этот пес сделан из кожи динозавра. Да уж. Что означает кошерно? Кошерно — это то же самое, что и халяльный. Для мусульмана халяльный, для еврея кошерный, для православного, как там называется? Постный. Постный он называется, да? Вроде бы так. Хотя могу ошибаться. Башлам, официальное название чеченцы ингуши в каком году или веке было? Название чеченцы, то, что я нашел, Ильяс, где-то приблизительно 1701-1702 год, начало 18 века. Хотя есть данные, которые говорят, что якобы в конце 17 века, 1698 году, было первое название упомянуто и на карте указано про чечен.
или чачаны. Первое название ингуши появилось где-то в начале 19 века. 19 века. И ангушт, и ингуш это в 19 веке появилось. Вот так. Наиболее древнее самоназвание нашего народа это нахчи. Нет. Да. Нахчи. Если самоназвание говорим. А если говорить, как другие называют, то древнее название дзурзуки, потом кистеби, потом есть мисджеги, мачавашлар, качкалыки. Это уже во времена тюркского периода. И появляются чачаны и чечены. Башлам, во время нашествия Тимура чачаны говорят, нет, во время нашествия Тимура не было названия чачаны. До этого мы были глигвы дзурзуки. До этого глигвы мы не были. Мы глигвами никогда не были. Когда мы называли чеченцы, а как называли себя ингуши? Честно сказать, я даже не думал над этим. Ну, там есть местами, где названы глигвами, тоже есть. Это у Вахушти Багратиони написано. Но это 18 век упоминания. Вот более ранее на картах, которая появилась. Но в 19 веке везде те немецкие и другие ученые, они везде записаны по-одинаковому. Они говорят, что называли сами себя все нахче или лоамаро, башлам, эхки орсы. Что за название? Эхки орсы. А орсы это нохчи тейп из Джейберлоевского тухума. Эхки это нохчи тейп, есть лам эхки, один из древних названий тейпов тоже. А есть вар акинцы, акоки, акинцы тоже называют их. Это уже вот то, что проживает в междуречии Терека и Сулака. Верно. Глигвы это название одного только тейпа было такое. Но об этом хорошо очень сказал Хасу Хангашвили из Панкиси. Он лучше знает. Иншаллах, в следующем году, когда, если все будет хорошо, поедем мы в Панкиси, если получится. Я обязательно у Хасу спрошу более подробно, что он знает об этом вообще. Потому что все-таки ковидкят уволцевали, савелла чермусацевал. Галгай мы назывались, а чужеродные историки по-разному. Но я думаю, соседи лучше, чем пришли те, не знают, как китайцы называют. Галгай не назывались, хотя я не буду с тобой спорить, но ладно. Асамасол, не задавайте мне вопрос про это. Не сваха, саук да сидит вообще, как вы назывались. Ильяс, вот поэтому я говорю, не задавайте такие вопросы, только про нас. Башлам, а карабулаки когда впервые были упомянуты? Карабулаки были упомянуты в более позднем периоде. Считается, что в середине 18 века, где-то 1850-е, 19 века, и 18 века тоже, говорят, упомянуты. 18 это тюркское название Карабулаки. Черные горы, черные камни. Это тюркское название. От них получили. Вот. Башлам, что за аудитория? Аудитория разношерстная. Вот такая вот. Зовут тебя Моисей.
совсем нетолерантны были. Да я уже и сам, вот этот эфир мне нравится. Молодец, Башан, что не затрагиваешь нас с ингушской стороны. Кто затронет чеченцев? Я... Так, подожди, надо. Телефон у меня бумбул аглы пошел вниз. Поэтому зарядка садится. Ях, мобил, надо пересаживаться здесь. Да я вам пока не отключился. Я надеюсь, что он телефонная зарядка, что я не держит уже зарядку совсем. Дальше. Сахал шум бокдык дейче лах инцерц бартхельче бартцевиш халхит. Так, мистер Вондерфул, я не затрагивал, я интересно. Башвам про L3 группу расскажу. Что рассказывать про L3? Чисто наш родной кластер L3, относящийся к составной части нашего народа. Башлам, в одном из недавних эфиров ты говорил, карачаевцы и балкарцы, автохтонный Кавказ, что они приняли тюркский язык, но они считают себя строго автохтонными тюрками. Вообще тюрки могут быть... Нет, тюрки не могут быть автохтонным народом на Кавказе. Что подразумевает под собой автохтонный народ? Это народ, который здесь живет тысячелетиями. Вот что. Я говорил только опираясь на некоторых наших ученых, которые утверждают, что карачаевцы и балкарцы переняли именно во времена Тамерлана, нашествия Тамерлана, переняли этот язык. Вот. И вот от них что он остался. Что касается тюрки могут ли быть? Нет, не могут. По крайней мере, я не слышал. Вообще под собой подразумевают тюрки — это кочевые племена. Вы поймите, не может быть автохтонным племя кочевое, которое кочует все время с одного места с другого. И одно дело, если они там территория Монголии, там с севера на юг перекочевали, потом с юга на север, на своей территории перекочевали. Это все нормально. Но кочевые племена, быть автохтонными, это уже что-то для меня, это что-то новое. По крайней мере, я такого не слышал. Честно вам скажу. Я такого не слышал. Тюркские племена быть автохтонными — нет. Те люди, которые остались здесь, допустим, некоторые рассказывают о том, что якобы гунны — потомки тюрков, то есть которые здесь, кумыки некоторые мне утверждали, что они потомки гуннов. Но откуда гунны? Гунны, хунны — это является одно из племен Южного Китая, кажется. Но те вообще к кому относятся? И как они выглядели? И как выглядят тюрки наши, которые вообще многие похожи на чисто европейцев? Уж точно к монголоидной расе они не относятся. Я не знаю, каким... Или они думают, что так давно хотя они рассказывают, что здесь там... С какого века они говорили? 6 или 5 века. Трансформация за такой короткий срок маловероятна. Поэтому, не знаю, Башман, почему не могут быть они автохтонны? Не могут. Я не могу сказать про азербайджанцев, но тюрки не могут. Я тебе говорю, наши тюрки не могут быть автохтонными. Как будет на чеченском языке зубной протез? Мы кисты называем его чанаш. Соужиктиба. Не оскорбляйте религию. Не оскорбляйте религию, не оскорбляйте. Мы смеемся над евреями, но мы... Горские евреи так и на Сумбадык Дейса
как мы их называли, отдельное название Ошил, Цаошил, Сунцаха, Харон, Вайжикты, Олреха, да, горские евреи здесь проживали. Очень много проживали. Про Убыхах я мало что могу рассказать. Вот. Кием Ол, но это Кием Нахдин, протезах Ол, Кием. Вот. Татуай Цаол. Татуай Ош, Цахалашон, это неправда. Что горских евреев называли Таты, это да. Зубной протез Кием. Сколько мнений, сколько людей, столько и мнений. Нет, я эту часть доведу до конца и уже тогда остановлюсь. Больше продолжать не буду, смысла нету. Я лучше остаток сохраню, чтобы завтра провести эфир. С Грозного после Первой войны переехал. Киеману Комс. Евреи из Чечни очень достойно поступили в отношении. Да, это мы знаем, антисемитизм. Шпильман, давай только не будем про антисемитизм и все тому подобное. Не могу спорить, я не в курсе. В основном, как евреи оказались в Дагестане. Они жили на всей территории Дагестана и Чечни. В основном можно вопрос, эхкай нохчи был 100% цель нохчи был эхкай. Эхкай тайп бедац. Тандуай цол евреи. Ха-ха, цол. Цол харан. Тандуай я сюли махкаш был. Сюли шах цел. Тинди ошел метти гюмяч усор цел. Тантай панцай юх тандуай. Татуай ош, деше татуай ол, но кто-то говорит, что татуай ол ош. Он, насколько это достоверно, я не нашел информации. Тандуай, тиндинша ош такое. Тиндуай, тандуай. Может, конечно, я ошибаюсь. Это очень сложный вопрос. Челюсть — это салаз. Нижняя челюсть, кажется, это салаз. Лахартингюшой. Нижняя челюсть салаз называется. Жюкты — это евреи. Это общее название. Жюкты — общие евреи называют. Он имеет в виду именно Чунгройц и Нохчебу. Чунгройц и Нохчебу. Тенди — это юга, Авари, Танду — это андейцы. Ну, вот Башлам про это Гажру я слышал. Вот. Гажру тейп. У нас много тейпов истребили полностью. Много таких тейпов. У адыгов и чеченцев, и частично у дидойцев многие тейпы исчезли. Ну, были уничтожены. Башлам, это правда, что после высылки, когда наши приехали, евреи вернули все дома? Да. Это правда. Грозненские вернули все дома. Мало того, когда уехали, было принято решение, и раввин Грозненский, главный раввин, проклял всех евреев, если кто-нибудь что-нибудь заберет и использует себе. То есть долгое время надо было насильно переселяли их власть, НКВДшники заселялись, но не продавали. И все, что они нажили за счет того, что приумножили, они вернули, именно евреи вернули полностью чеченцам дома. Как бы нам нравилось или не нравилось, мы говорим просто про грозненских евреев. И плюс, я вам скажу еще, единственный, кто поехал на платформу встречать возвращающих чеченцев, в том числе с музыкальным инструментом, гармошка, кажется, была, или гармошка, кажется, называют, были горские евреи. И они их встречали, своих соседей, которые в депортации возвращались, на Грозненском вокзале. Это были горские евреи. Вот. И после, вот сейчас, буквально после Первой Чеченской войны, когда приехали с гастролями чеченцы выступать в Израиле, в Иерусалиме, если я не ошибаюсь, полный зал, аншлаг из грозненских евреев был там. Что касается, проживали они только здесь, это неправда. Грозненские евреи, горские евреи проживают до сих пор с южного Дагестана по Ставропольский край и Ставрополь включая, по всей этой территории проживают
горные евреи, потомки горных евреев, тот, кто не уехал, проживает до сих пор, они есть везде. И включая с каких пор они остались. Некоторые утверждают, что остались якобы с X века, настолько давно, что они здесь. Другие же утверждают, что они появились здесь в XVIII-XIX веке. Я глубоко прямо там не изучал, откуда они переселились, но факт остается фактом, что они с тех пор есть у нас. Башлам видел, как Сираждин говорил, кричал на митинг, что если бы ингуши пошли, а Давиденко помогли русским войскам. Я видел все. Я смотрел, я слушал. Очень жалко, что ты поделаешь. Взрослый человек, но ума так и не нажал. Так, извините, если я вдруг что-то пропущу. Я многие вещи не читал. Вот так вот про горских цохог, мадиц, вежри, иврит, матаба, олчо, древнего. Иврит — это древний язык, вне всякого. Быть антисемитом нельзя, потому что к семитским племенам относится и наш любимый пророк, саллаху алейхи вассалам. Чтобы вы знали, семитами являются и арабы, и евреи. Быть антисемитом ты не можешь, потому что по сути своей ты будешь... Как ты можешь быть против своего любимого пророка и народа своего любимого пророка? Он был арабом, а арабы — это семиты. Антисемитом быть Нохчи не может. По сути своей не может. Алейкум ассалам. Рамзан Дештинский. Идиш Бутер Уорден. Антисемиты — это просто противники цифр. Да, это правда. Арабы и евреи, по сути, кузены. Шпильман, да. Нохчи хулил ду евреи, хулил дат. Нохчи потомки Ноя, иншаллах. Жикты — это жикты. Эхке — это тейп, да. Эхке — это тейп. Лам эхке — это тейп. Есть и вайр олцунах тукум эхке тоже есть. Но это наши ауховские братья. А так спрашивайте у доктора исторических наук Русика. Он дает ответ. Ассаламу алейкум, Башлам. Один вопрос. Но их хватает погнаться. Тайпанаться свой ногчи боял рыбе. Потому что у меня соседи, они говорят, что еврейцы инал душа. Еврейцы инал далаш ногчи бастун дала. Мудуш. Нормально, динду, Башлам. Чистые мелхи, чистые ногчи. Це ногчи бу мелхи щекуят сюда. Иншаллах, главное, мы мусульмане, альхамдулиллах. Мы мусульмане, мы ногчи щекуят сюда. У нас 9. 9. А Ной кто по нации? Кто был Ной по нации, тут никто не может сказать. Это то же самое, если ты скажешь, кто был Адам по нации. Башлам, я с Грозного уехал после Первой войны. Возможно, скрытый язык. Махал ол. Ол, размер тюбетейки твой. Тебе мал. Махал ол, размер тюбетейки твой. Скажи, ты сионист? Ну все, пошла тема. Сионисты, антисемиты. Игар Мичар Хадов, что? Хугарду и Рустам, да. Можно будет в личке пообщаться насчет тейпов. Хочу разобраться. Насчет чего ты хочешь разобраться? Можно, пишите все, что знаю, отвечу. Неправда. Рай 900, это неправда. Башлам, карабулакцы, кто они? Карабулакцы, нету такого названия, карабулакцы.
Есть варствай. Варство — это часть нашего народа. Мы здесь, которые проживают, за них я буду говорить. Те, которые в Ингушетии, наши братья. Но кому к народу они относятся или отдельному, это уже они сами решают. Башлам, интересно, лакцы, даргинцы и так далее. Тюркские нет. Ни даргинцы, ни лакцы, ни тюркские племена. Даже те же аварцы тоже не тюркские племена. Хотя они порой удивляют, когда говорят, что авары — это якобы и аварцы одно и то же. Это немножко удивляет. Говорят, все пророки, кроме пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, были евреи. Это неправда. Про татов могу сказать. Башлам, зря затронули тему евреев. Завтра начнут говорить, что Башлам против евреев. Я против евреев, не против кого-либо. Вообще ничего не говорю. В Коране про Ноя что сказано? Ну, расскажи, раз ты говоришь. Но я тебе говорю, что в Коране не сказано, что Ной был евреем. Как может быть Ной евреем, если в то время понятия не было даже, как нация евреи? Ауду здесь 4-й пророк Нух, алейхиссалам. В то время нету даже евреев. Когда появились евреи? От кого появились евреи? А что здесь? Вы сильнейшие историки, конечно, блин. Это, конечно, вы очень сильно загнули, блин. Когда был Нух и когда появились евреи? Нух 4-й пророк. Да не нужно мне в личку скидывать, еще раз я тебе говорю. Истории, просто увлекайтесь историей. Очень много адыгских аулов окружали тройным заслоном, полностью истребляли всех жителей поголовно. Да, есть такое. Башлам, какие народы на Кавказе являются самыми древними? Это уже очень нехороший вопрос. Не буду я отвечать на него. Евреи от Авраама. Авраам был чечен или ингуш. Короче, все, началась тема, блин. Уже пошли нарнийские темы. Был этим был, тем был. Да вообще полбищ, слушай, уже. Авраам кем был? Нох кем был? Я не могу сказать, кем был Авраам. Не могу сказать, кем был пророк Авраам или пророк Нох, алейхиссалам. Я не могу сказать. Я учился с ливанцем и с многими арабами, которым было наплевать на чеченцев, когда шла война в Чечне. Это сейчас вообще про что? Басахана уже. Чеченцы. О, Залимхан, пошло тема. Не знаю, самое древнее, не древнее. Он швейцарич, а то есть даритишу. Вот реально, вот я пойду, если честно, ты меня приятно удивил. Я впервые вижу позитивный эфир по отношению к ингушам. Мистер Вандерфул, позитивный эфир впервые видишь. Да я никогда не говорил про ингушей ничего плохого, ни про какие другие народы. Просто каждый слышит то, что он хочет слышать. Задавать вопросы, какие вопросы задают, так я и отвечаю. Если не можешь сказать, про какую историю ты говоришь, что надо изучать. Рай 900, ты это мне говоришь? Я, конечно, от вас порой в шоке. Мгм.
Да уж. Мой шок в шоке варится. Ола, Анна Цегейт Гайч. Халил Башлам, ты знаешь название представителей монголов, которые пришли на Кавказ вместе с калмыками? Что? Вместе с калмыками они не пришли. Монголы, калмыки и нагайцы — это и есть часть монгольского. Раньше они были монголами, а потом уже разделились. Монголы остались такими же буддистами, как и их предки, а нагайцы приняли ислам. Башлама обмануть хоть раз, только честно. Да, уж волшин колш. Что я поделаю же? Ты там на своей теме. Я вот и тихо, молча решил, что не за алпата компьят решил, что ну все. Так и живем. Жевать, чавкать не хотел, аккуратно так. Вот. Тихо, молча. Пошла прическа не села. Сейчас я все. В любом случае, Аллах рез хил. Амин, масар нахил. Аллах рез. Не смотря очень мы. Я всегда рад. Я скажу так, многие не хотят и не признают, но есть и достойные братья. Даже есть такие, которые донатят. Просто они не хотят, чтобы в эфире об этом говорили. Просят, еще донатят, чисто бисмиллях воли донатят, поэтому хорошие есть везде. Интересно, Башлам, была ли война чечен-монголов? Была. С учетом того, что калмыки есть потомки монголов, с ними была. С монгольской армией была в районе нынешнего Гудермеса. По крайней мере, есть такие полевые материалы, легенды о том, что было столкновение еще во времена Субиде Джабе. Вот. Это не Тамерланово нашествие, а когда в 13 веке появились впервые в 1222 году, 221-222 году. В то время столкновение было, вот, считается, что на плоскостной территории, это где Азамат, Юрты, вот это нижняя территория. Так, что там теперь было ли война? Башлам, Хариврей, Шмадук, Гулбеллатан. Я сам реально не знаю, оказывается, здесь одни евреи. Сатановский, по-моему, его фамилия по второму каналу выступил, что он говорил, что войнахи. Сатановский никогда не говорил слово войнахи. Сатановский сказал чеченцы, древний народ. Войнахи Сатановский не говорил, Залимхан 095. Войнахи — это придуманный новый термин, который появился в начале 20 века, введенный Яковлевым и Мальсаговым. И все. Сатановский войнахи не говорил. Сатановский нохчи чеченцы говорил, но войнахи не говорил. Что чеченцы являются одним из автохтонных. Так что не надо рассказывать сказки мне про войнахов и так далее и тому подобное. Со всем моим уважением к этому слову, но войнахи слово он не говорил. Это ведущий один, он востоковед, доктор исторических наук, кажется. Чеченцы, ингуши, сказал Сатановский. Нет, я не слышал. Ингуши я не слышал. Чеченцы слышал. Ингуши не слышал. Может, сказал, но не в этот раз. Аминь, я Аллах Башлам. Везде есть хорошие, плохие, просто не знаю. Человека нельзя судить. Я постараюсь позитивно. Вы же, еще раз я вам говорю, никогда у нас ничего плохого с достойными братьями ингушами не было и не будет. А то, что есть какие-то кучка провокаторов, с этим, без них никак нельзя. Они всегда строили козни, они всегда стравливали братьев между собой. Это нормальная практика, это их хлеб. Башлам, говорят, битва между Тахтамышем и Тамерланом была между реками Курой и Тереком. Да.
это правда. Я слышал тоже, что недалеко от Терека говорили, но от Астрахани, чуть ли вот не до Кизляра, вот этот промежуток, огромная территория, вы не забывайте, это не армия 10 тысяч против, это 300 тысяч против 300 тысяч. Это огромная мощь, понимаете? 300 тысяч против 300. Другая версия говорят, что это 500-тысячная армия была, 250 там, 250 здесь. Но армия Золотой Орды, она немножко заплыла. Она не то что заплыла, а она не воевала давно, в отличие от армии Тамерлана, которая всегда проводила в последнее время свои боевые набеги, войны. Она была более боеспособная. Поэтому Тамерлан, конечно же, наказал. Дай Аллах, чтобы позитивно было. Аллах съедал. Большой салам всем достойным чеченцам от Ингуши. То же самое. Интересно, ты общался, что-то говоришь, что-то умалчиваешь. Рая 900, ты хотя бы Рая 900, отмечай, кому ты говоришь что-либо. Вот так вот. Бархва, ты пишешь ингушскую утку. Бархва, ты решил ингушскую утку подсунуть Башламу. Башламу утки не нужны. Башлам сам может из любого сделать и утку, и курицу, если нужно, и индюшку. Мне никто ничего не подсунет. Башлам тебе написал. Вот тогда говори конкретно, что ты хотел, что сказал, слышал, не слышал. Я тебе говорю, я не слышал ни слова о войнахе, я не слышал слова чеченцы и ингуши. Я слышал, чеченцы от Сатановского являются автохтонным народом. Хочешь проверить, можешь посмотреть видео еще раз. Ассаламу алейкум, Башлам. Почему чеченцы в Иордании называют черкесы королевской армией? Ну, черкесами называют не только там. Это ошибочное мнение, многие называли. Поэтому и в Турции называли черкесами, и в Иордании называли черкесами. Это ошибочное мнение. Вот такую вот ошибку допускаю, потому что терминология, как говорится, я смотрел раз 10 это видео. Ну, тогда пришли мне это видео, где он говорит, что чеченцы ингуши. Ты 10 раз видел, я 100 раз видел. Или где он говорит войнахи. По крайней мере, я слышал чеченцы. Наверное, которые видео мне прислали, вырезали, только чеченцы оставили. Вот. Но мне без разницы, если сказали чеченцы ингуши, ничего в этом нету. Даже если это так. Масархел. Нету ничего, потому что из-за уже... Зачем мне искать? Ты же утверждаешь. Я, в отличие от тебя, видишь, в эфире сижу. Лицо показываю. Ни от кого ничего не скрываю. Правильно? Сказал, не сказал, разницы нет. Я слышал, я говорю, что там конкретно не было слова «войнахи». Началось с этого. И все. Вот Хамзат Чимаев, мой однофамилец. Мой брат — это непосредственно Духваха. По-другому называют его Заур Чимаев. Башлама, почему нахские? Нету слова нахские. Это нововведение. Нахчийские мухаджиры в Турции, в других странах называют себя войнахами. Не называют. Только более поздний период, который начали общаться, называют, а так не называют. Мы уже проводили с ними эфиры, мы знаем, что они говорят. Ну, они и названия, и некоторые говорят Дегеста, Даймок. Очень интересный и приятный диспут. Не знал про этот канал Башлам. Мой респект. Мне 70 лет и спать не хочется. Харван Садулаев, Аллах дал Сидуэл, дал Духуахуэл, дал Мокшмешвахуэл. Огромное спасибо вам, мои уважаемые подписчики, то, что есть, то, что
поддерживаете, смотрите, лайкаете, задаете вопросы, делитесь информацией. И Арби, вот видите, несмотря ни на что, некоторые братья не забывают, как сказать, и брат Арби задонатил, Арби дал саду, дал духвахвал, будущник, эзершкасун башлам. Надо называть Нохчи Муахк, чью маленькую местность мы же называем всех других. Я не понял вопроса. Нохчи Муахк неправильно. Конечно, Нохчи Муахк это вся Чеченская республика. А то, что назвали нохчмахкоевцы от названия своего народа, ну, таково желание их, я не знаю почему-то. Ради Аллаха, если тут сидят ингуши, не пишите плохо. Уважаемые мои братья, тут разницы нету, кто Нохчи Вали, Алга Вали. Для меня, еще раз я вам говорю, нету никакой разницы. Я чеченец, Нохчиву. У меня своя национальная идея, единство моего народа, моя республика, мой народ, моя география. К братьям ингушам я отношусь с уважением. Да, я хочу, чтобы они жили в своей республике отдельно. Я против того, чтобы нас объединяли. Я противник этого. Я хочу, чтобы очень хорошо, достойно жили братья ингуши. Чтобы мы ездили, дружили, Оши, Герга, что уж так и было все. Но каждый по-своему щеще керта. Вот. У меня нету никаких притязаний. Что касается истории, история такая, каждый трактует ее по-своему. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Это ваши проблемы. Можете верить, можете не верить. Идите туда, Бузуртанову, если не верите. Пускай он расскажет. Я пытаюсь вам как-то рассказать то, что я знаю. Может, я прав, может, нет. Я же не утверждаю это. Однозначно, чтобы я вас башлам Аллах диканс бехам бойл Аллах дерез хил масана хил дерез. Башлам есть же видео доки, где говорят о войнах. Джам 90. Да, есть, где говорят о войнах орстхоевцы. Но я разговаривал с раннего периода, которые уехали. Иордания. Вот. Иордании разговаривал, с Сирией разговаривал. Поэтому, не знаю, у войнах тоже есть, но это не народ, еще раз. Ради Аллаха, если тут сидят ингушна. Поэтому делать нет. Башлам, расскажи про село Анастой. Как понял, Ансалта. Мне нечего рассказывать про Анастой. Если хотите узнать, посмотрите, я еще не дошел до этого. Хубо Бая, Хацун, Хубо Хатеш. Рассказывает сказки, байки, оскорбляет. Чушь, конечно, пишет, что утверждая это, причем. Бождюнит не отвечает мне. Пошла, выкини его отсюда, этого сказочника, который в Ютубе пару посмотрел. Я не знаю. Да, это просто название, обобщающее название чеченцев и ингушей. В начале 1928-1930 год введен в обиход. Войнах – это не название народа. Хорошая книга, кстати, пошла. Я не знаю, где звук. У меня звук есть, все вроде бы есть. Боцу, цабоцу. Валлах, смахаемся. Умирает уже, потихоньку умирает телефон. Жюкти, донат моя, телевизор, шумухту. Какой звук? Не знаю. Мне последний донат, то, что скинул Арби, 100 рублей. Арби успех, Жюкти, чего-то, я это сам,
то, что приходит, я всегда говорю благодарю. Башам далат табуал дикхунду дэштегуэн. Масера буэл Аллах далату. Я вроде слышу. Вежри, когда только ко мне приходит запрос или что-либо, я сразу принимаю, я отвечаю. Еще раз вам говорю. Если что-то у вас не приходит, или ваше сообщение не видно, или эфир вы не можете выйти, значит, это не у меня проблема. Понимаете? И сейчас да, звук у меня лагает, прерывается интернет, но уже даялахцу, но судья с телефона, почем даялахса. Я мистер Wonderful. Я из-за этих вырезанных, оскорбляющих видео, конечно, Аллаху Алам Всевышний лучше знает. Мне стало проще. Почему? Потому что я никому ничего плохого не делал. Народа я никогда не оскорблял. И не стал бы этого делать. Потому что, поскольку я знаю, ни тайпы, ни народы плохих нету. Есть плохие люди среди любого народа. Чеченские, любые. Ингушский, азербайджанский, грузинский, армянский. Есть хорошие, добрые люди тоже. Башам, есть монголы, калмыки и кайтаги. Этот вопрос все задают почему-то. Не знаю я, кайтаги, не кайтаги. Есть также те, которые получили название от реки, которые пришли вместе с них на Кавказ. Ты знаешь таких? Я не знаю. Я знаю только одно. Стандартное вопрос, который есть, и все говорят. Нагайцы, калмыки и те, и другие относятся, это потомки монголов. Нагайцы приняли ислам во времена Узбек-хана, вот периода, когда они приняли ислам, с тех пор. Вот. А калмыки не приняли. Вот и все. Реки, не реки, там уже деление, дробление. Я этого не знаю, Ажрей. Мне зачем учить калмыцкую или нагайскую историю? Мне свою историю учить. То, что мы воевали с калмыками, воевали. Это однозначно. То есть царская Россия стравливала их с нами. У нас были с ними как бы и проигрывали им, и договаривались, и бывало, и мы били их. Альберт Муслимович задонатил. Альберт Муслимович дал донат. Если там, как говорится, ни больше, ни меньше, дальше. Калмыки — это тюрки или я вообще нет? Калмыки — это не тюрки. Башлам, последний вопрос. Расскажи про село Даттах, какой там тайп проживал. Мечтатель его. Ничего не могу сказать тебе. Даттах проживали Уастхуай, Мелхи проживают, точнее. Ни больше, ни меньше. И что-то кто-то задонатил. Аллах да оставил донат, да духуахуэл. Будиснак эзершка соудорил. Огромное спасибо моим братьям, которые не забывают донатить и поддерживать наш канал. Благодаря вашей поддержке, то, что вы не забываете наш канал поддерживать, мы, как говорится, существуем и продолжаем существовать. Если вы... Ладно, умацевалась. Ничего. Да, вы видите, вот Бекхан задонатил через PayPal. Бекхан, а донат он да сайэл бодиснак эзершка соудорил өзендер, да лухуахуал. Вот через PayPal он. Вот. Да. И наши братья Туркой задонатили. Туркой дал сайэл, да духда, дальше бодиснак эзершка соудорил өзендер. Вот.
Бекхан Саятин Донатов. Ассаламу алейкум. Башлам за сообщение. Дакочи хунба Бекхан. Хакача Бекхан дал духва ахвал. Нок шейде да хаша аятин il PayPal дира. 27 рублей сасам дина. Хакачон Бекхан ха. Сообщение. Хайи шлонсюка. Хаятин. Вот. Первый без сообщения, сейчас сообщение. Вообще обнаглели уже, конечно. Раньше таких не брали они. Ладно. Так, что у нас дальше? Башлам, сейчас от Шпильмана придет 500 шекелей. От Шпильмана ничего не пришло. Некоторые спалил тогда. А какая у вас погода? Сумха удадиз. Вайдис Тольшяха. Аса Сайна Чейд Вахтадиз. Башлам с 1995 года. Башлам с 1995 года город изменился. С 95 года город стал другим. Мой брат. Совсем другим стал город. Он уже не такой, который был раньше. Бекхан, хакачона, донат. Но без сообщения, просто вот так дошел и все. Сейчас тот свой население, расселение темы хариах. Интересно, это больше. Грозный уже новый город. Бог уже кивы на вас. Эфир мертвый бах. Новую Хазарию хотят построить в 40-х. Не удалось им. Дейла Ахам Америки. Масад — это крепость, где укрывались последние. Урамби, Миро. Урамби, запрос Хаятин, но не показывает тебя. Кто такой Урамби? Запрос направил Урамби, я его принимаю, не показывает. Вы можете не писать на иврите. Послушай, Шпильман, Штутгарт, чувак, она не задавай, это шей директ чували, хотя сани иврит переписк шей. Я вообще, ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам, я не могу никак догнать. Вы то на еврейском, то на другом. Я не знаю, о чем вы даже пишете. Я вообще не понимаю, о чем вы говорите. Потом, если что-либо случится или что-либо, кто-либо напишет, и говорит, да тихо, блок есть. Wallah, Беласас, я вроде бы хотел со всеми нормально относиться. Но все равно мне по башлам он пишет такую ересь, в личку не идет. Кто какую ересь пишет, но знаю одно. Что у меня... Салам алейкум.
عليكم السلام. وعليكم السلام. Sure, the call with that for Baslam Mox Isler way. ده عشوة الحمد لله. الحمد لله. مشروع فني سياسة أنا وش سياسة أيوة. الصدى ديت قد أتى صوت ورثة تلفزيون أو يا просто قال لك. قال إيه يوتيوب أهين تبونكز أنا وش يو الستيشا إيش ككرة استغن سيرن تان كراتين تان واحد سير أسقط أتى صوت تكرة درس حبي الناس وعي خنير تان ضي إيش كنت يقصد سام دخول أشتغل هل دخول دوي أوش تقي تعمى درس خاتي شيء إتا تيم يقوني أيولي إتا برخسيلو إنجوشيتا إيش بلغل خدو بلغل حياة قريوش لا سودي بربوش بو بيخدم بالشات причёс умину дорогой фотор Эхо юа все равно страшно. ай соцохез сразу хотелось жопу в дом. إذا وزعيات إخات لا شورقص تجرجر سام إيه لرقص خسر تري أو إيات تكشي مطو شيء نوختي ملعين لات يدبغا عباخا проблем есть моботак и ногти чу хатугар вопрос свердук изуч дегдуи он да чушит абан шей дай маска вори дай интра аиш ростон и он дуч и цена дахтелар дигри гидо ну бак моту шей لا تعتق аиш рост бог дуах дали интра. Нет, там вопрос стоит совсем другом. Возвращение Ауховского района названий. Исторический Ярчи. Тигаиду Латвии, что ли? Ищи, так, свободы Осетия. Перезагрузите он, а то захез вообще эхо никуда. ذكر دوتك نوش نشتغل سوازي واتسو يخاف لا شورتو يتعبغن عايشوش بوق تعمي معي وما تبوش أسرع بلان То отвечу на вопрос этого молодого человека. Лаите Азахпады, Лафтуна,
Так, уже отключите его, потому что дальнейшие баталии идут просто совсем не в ту сторону, которую бы я хотел. Поэтому касаемо вопросов по селам, я хочу сказать так. Во-первых, по селам Даудов сказал, что все, раз вы ведете такую политику, мы будем разбираться все в рамках закона. Никто не говорил, нет, в рамках закона. Прошу не путать аннексию, возвращение и так далее. Вот эти разговоры тяжелые не ведите. Такого Даудова я не слышал. Он говорил конкретно, он сказал, будем работать в рамках закона. Кто это как понял, забрать, не забрать или что-либо, он сказал про рамки закона. Прошу не путать. Это что? Хорамо, щен, мягкий щен, лог, сейчас свой. Завтра, послезавтра мы должны будем ответить каждый за свои слова. Поэтому, что касается его слов, он сказал в рамках закона. Второй вопрос, который задал брат, который Урамби Ачуянок. Насчет Ауховского района никто никогда не говорит с чеченской стороны, что Ауховский район хотят присоединить там, к Чечне и так далее и тому подобное. Таких разговоров нет. Ни в правительстве, ни в Чеченской республике. Речь идет об элементарных простых вещах. Что касается Ауховского района, речь идет о возрождении Ауховского района, названия сел, возвращении домов, которые заселены аварцами, лакцами, которые проживают в домах тех самых ауховцев, которые, по идее, после возвращения должны были быть как бы отданы своим хозяевам, которые проживают на этих землях как минимум 500, а то и 1000 лет. То есть исконные их земли, исконные их дома. Вот о чем речь идет. Никто больше не говорил о том, что надо забрать там дома, точнее, присоединить аух чеченцев. Таких разговоров нет. Да это, конечно, молодежь, там некоторые, которые там пытаются заниматься фитной, специально раздор хотят внести между, как говорится, чеченцами и их соседями. Духой. Вот они ведут такие разговоры. А сами же ауховцы хотят только восстановления своего района. Вот и все. Кылмада стигадык. Поэтому прошу не разжигать, не нести чушь, не говорить того, что вы не знаете. Вот. А вот если вы говорите про села, у меня там 8 сел, это спорные территории, которые были отданы во время заключения договора в 2018 году, отданы, как говорится, по-братски соседям, нашим братьям, ингушам. Они были спорные, но после 2018 года перестали быть спорными. И духовная ситуация. Что там собирается сделать реально Даудов или Кадыров или все остальное? Я не пресс-служба, я просто блогер. Мы можем предполагать, мы можем рассуждать. Будет это, не будет это, доведут ли до дальнейшей эскалации, будут ли дальше выступать вот эти кучка, которые занимаются фитной между нами. Это мы можем предполагать. Что касается истории, по истории я вам рассказал. Ищу ситуация. Сундера. Ничего нового мы придумывать не собираемся, закон мы нарушать не собираемся. Вот если у вас есть вопросы, задавайте. Еще 14 минут есть. Я, как и сказал, до 3 часов, по крайней мере, я буду отвечать, а дальше будет уже видно.
Смотри, что написал Шпильман. Шпильман, я тебе сейчас заблокирую. О, если ты несешь фитну, Шпильман, я тебя сейчас отправлю. Что написал плохого Шпильман? Он написал плохое что-нибудь? Я знаю, что вроде бы адекватный еврей, грозненский Шпильман. Никогда раньше он плохого ничего не писал. Да, он там вечно загибает свою еврейскую тему, там начинает, что там антисемиты у меня. Но я ему еще раз говорю, нету никаких антисемитов. Башлам, про численность населения и проблемы расселения. Тема Ицеш, чертоц, организовать. Ицеш. Джам, что именно ты имеешь в виду? Расселение? Где, кого расселение? Да, вы поймите, я тоже как бы не писал ничего. Хорошо. Все имеет свою цену. Понимаете? Здоровье, сон и все остальное. Я зашел сегодня в 10 часов. Понимаете? Я зашел сегодня в 10 часов. Сейчас 3 часа ночи. Все эти часы, вот все это время, все, что я, как говорится, пытаюсь, я хочу пообщаться с вами. Если бы запросы, кого я получил запросы, я принял. Я делаю все, что могу для вас. Так, мертвый эфир, живой эфир. Какие запросы есть? Зашел человек, начали говорить про злого Изю, вы начали Гайр Хамади идти, заходит другой, Важмади идти, заходит еврей, вы начинаете про Иерусалим. Какие ваши вопросы, такие ответы? Интересную тематику поднимаешь, вы как-то забрасываете. Я говорю про историю, вы там пишете, один на иврите пишет, другой на иврите пишет, ой, получился сайник, хацахачу там, туда-сюда. Я же ни от кого ничего не скрываю. Поэтому дождь. Задайте вопрос, если ответите до душу. Любой вопрос, любой, который сегодня произошел, так как есть. Шейн цыгвиш, дож шейн зидир, дож канач, хожду, соуштеш, сунумца. Если у вас есть вопросы, задавайте. Если нет, ну тогда, как говорится, да, веселышем со ситуацией мою хуштелешу, я посмотрел, вы бы 1 час провели бы, как и мне многие, некоторые подписчики говорят, сансахта и адитан овцу. Я ради вас стараюсь. Но все равно за левый крайне холсуно. Ряд очень острых, важных вопросов я очень хотел сегодня с вами обсудить, но вот так вот проходит. Завтра будет или нет, я не знаю. Может будет, потому что я уже почти что 5-й час веду, но адекватной реакции, что-либо полезного, вы сами говорите, это не то, это не все, это так ошудуется до солнца. И хардите, хар обсудить, хар запрос, вот это я слышал там. По Сунжинской, если это Сунжинский район, или, я не знаю, во времена периода Тамерлана, или что-то, либо сейчас Адалари, я могу понять, что даже, ну, просто так мы убивать время, ищет ситуацию, юкшун. Осталось минут 10, я еще 10 минут с вами побуду, и потом уже, наверное, отключу, хотя уже отключиться и сейчас его. Заряжаю, отхожу, прихожу. Конечно, за все эти 5 часов такая такая, что я долго даться был, где в эфире сел, там, конфету там жует. Это некрасиво, я знаю, отсюда.
это был с моей стороны косяк. Но я человек, мне свойственно ошибаться. 3-4 часа или 5 часов постарайтесь провести эфир. Вы поймете сами, легко это или нет. Ну да ладно. Жаловаться, да и даст свой своих должников. Да и душу на так. И не надо писать, что я там не принимаю, не даю слова ингушам или адыгам или кому-либо. Любой человек, я вам сказал, может зайти, отправить эфир, задать интересующий вопрос, получить или пообщаться и отключить. Я никому не насильно не заставляю и танго отказываю ошибаться. Знаете, что максимально открытый человек в этом плане. Я. Да ладно. И что уж. Да я намного проще, чем ты сам думаешь. Куда еще проще? Если... Салам алейкум. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Ne yapıyorsun? دير وقع دواش دعاش خذوا تيجان. Да, все нормально. Да, man, ich frage schon so, na, hast du zu Hause? Сухалый, да, и Zeit der, да, все, короче, Богу везде. Ну, ой, Омар, здесь такая ситуация. Инстаграм сам выставляет самое подходящее время для подписчиков. То есть самое активное время считается в Инстаграме. Это начиная с 10 часов ночи и дальше. Это не я выставляю, это сама, как говорится, программа говорит, когда нужно. Я это делал и раньше, и в 7 часов делал, и в 8 часов делал. Но, к сожалению, людей бывает очень мало, 9-10 человек. Дина, еще цехол. Нахшая чубу, еще дад язык, да, дойса, да, айламас, да, и в эфире чувал, чувал, я поэтому захожу, а так мне, честно сказать, разницы нету, когда делать эфир. Нахан парад хильчане, и с этим расчетом, хотя, как говорится, каждому свое. Это картины рисовать, да, Дулинер. Рисовать для Форсу. Эйруэльсон. Мюнный, подожди. Это Карл Маркс. Карл Маркс, Фридрих Ленин. Я так и знал. Сразу был уже. Ну да. Все, короче, кепку щупшу. У меня есть кепки, а если бы ты размер сказал бы, я тебе отправил бы оригинальную американскую кепку. Очень хорошего качества. Ты смотри. Размер, я не знаю, Да. братан. Разве кепок бывают размеры? Да, оригинальный черт. Все, бля, идти, очень га. Все, бля, очень га. Кипоню. А сейчас окон сюда хуязинду. Оригинал. Не знаю, это у нас написано Нью-Йорк, Бруклин, Алиазин, за кепку. И он размер, так, еще бы знать размер. Это на ремешке или на чем он? Нет, не на ремешке, это пхотяюки. И что же он? Он растягивается, видишь? Это резиновый. Но оригинал, Нью-Йорк, оригиналом креатора 100%, Китай, Йохари бывает. Но под оригинал ела, китайский ела. Размеры здесь на китайском. Основан юх сурт дать. Дакин дая это район. Мекштуй. Да, я немного разбираюсь, что хейтер он. Если хейтер, тебе надо будет рулеткой замерить окружность головы. Это ты таким образом хочешь вычислить, к какому тейпу я отношусь ближе, да?
Долой. Ты, походу, не в теме, да? Тут есть такая тема, короче, по этому докладу, который сделали наши некоторые чудесники, кудесники, они говорят, что по черепу можно узнать там, кому ты ближе относишься, акинцам относишься, Представить, где? или относишься ты к астхойцам, то есть у них, оказывается, размер черепа имеет значение. Я как-то над этим не задумался. Шум развитый, да? Развитый у них Да, все. оказывается, что... Так, ой, хахачуя анчера, бекхану яйтина, данатю, данат яит эту бочант иралиш, данат яйтин, да, сайел, да, духу ахуал будис. Амин, да. Сağ olsun. Özür тут я вам честно скажу, я хит шум дальше, потому что здесь сегодня порог самый низкий, так скажем, от 10, нет, от 7 рублей самый низкий порог, и до последний, самый высокий порог, это 1000 рублей. Ишт разные, имеется в виду, ишт лахарниги человек, ишт ахалцунды румадас, да, Дыгзарпа, да. ну, всем особого модуля, читаму мелхули, 50 центов хули, ишт это ухомш, это больше, ишт, да, вот что цунды. Обичао, Эту балагали, масаду ветеринарии, но пока бизнес лево, что. Дикуля. Москва. А? Москва. Москва, о. Карл Маркс и Сурты Гинша. Рюк хаэллет еш рисовать, он худа где она ел. Что, они лучше. Рисовать да лучше. А это хобби твое, да? Ну да, это новый хобби. Слушай, ты можешь реально замутить что-то, нормальный плакат продать Зюганову. Первую картинку, я так, мне кажется, получилось у меня. Да, правда, у Ленина усы прямо как у Муссы, да. Это или мяк мощный, да, Цимбалик Дич? Ну да, будем совершенствоваться. Не, дикьем ваша, заборем. В любом случае, не оставляй тем, то, что любишь, делай в любом случае. Ты ничем плохим не занимаешься. Да, это было что из-за он художник. Я так смотрю, ребята, у нас это очень реально самое от души, пока мы не отключились. Мне самое важное, что наша молодежь, она очень творческая, очень грамотная. Вот это основа из основ должно быть. Кто может сегодня похвастаться тем, что что у него хобби красиво рисовать? Реально, это очень трудно. Я знаю, я просто-напросто, я людей, конечно, редко рисовал, я люблю очень пейзажи, потому что, людей рисовать это немножко не мое, ну и, как говорится, на вкус и цвет. Как это называется, когда ты рисуешь только природу? Уверьте, название. Там же есть это направление даже, как это называется. Сейчас я забыл, догадалась, сегодня не вспомнишь. То есть это реальный респект, да, не оставляй дело, трудись. Это пища для мозга, это реально хорошо. То есть завтра неизвестно, где выстрелит, понимаешь? Может быть, это может тебя прокормить, может быть, другое может прокормить. Цундера, да, живопись, направления нет, кажется, как-то живопись называется направление, да? Ну, наверное, живопись. Есть ситуации. Да, живопись, по-моему, да. Ну, это вот эти картины, видишь, эти картины маслом нарисованные, они
Они Мгм. нарисованы, тоже их нарисовали. Ой, ногчиш нарисовать индуиш, ну, Да? да, я их купил, правда, еще в шестом году, что ли. Шсухайн дуинда, я цот. Правда, некоторые меня вот смеются, говорят, ты как в музее живешь, что ли? Я ту, ну, это не музей, а просто так, для души. Когда на улице холодно, дождь, нету ничего зеленого, стоит посмотреть на эти картины. По крайней мере, на одну картину посмотришь, как говорится, вайлямниш гон, на другую посмотришь, как будто где-то там в глубинке России на прудах сидишь, так что рыбалку вспоминаешь, и Да. ситуация ёхом. Ахат рачам ацарх юма асатош шуде. Онда церкви. Вахта. Дерес Так, хуахуа. короче, Дирек, что, обсудить дирдуешь ему, да? Хорошо, брат, дерес да хуахуа. Да, сэр. Ох, класс, да, сэр. Разные сятся. Хилдизит, я хочу. Но дикрет он тебе понравится, он что, дик качественный, видишь, тебе понравится. Хорошо. Проблем ясно. Проблем ясно. Давай так, аби кэл біз делал, Амин, массе. салам алейкум. Валикум ассалам, рахматуллахи ва баракатух. Вежри, ну что ж, уважаемые мои братья и сестры, наверное, на сегодня уже хватит. Как говорится, шо каддела, шо айзен хидуаста. Да и Башлам, осетины, иранское племя. Я не знаю, ираноязычное, может быть, иранское сказать я не могу. Я не знаю. ДНК некоторые говорит иначе. Поэтому я не буду ничего утверждать и говорить однозначно. Врать не буду. И тебе шалом, Шпильманс. Поэтому всякое, может быть, надо посмотреть, надо сдать ДНК. Некоторые там наши, а некоторые адикдали. Уважаемые мои братья и сестры, огромное спасибо всем моим подписчикам, которые сегодня смогли побывать у меня в эфире, поддержать меня. Огромное спасибо всем моим подписчикам, братьям и сестрам, которые смогли сегодня поддержать и задонатить. Да, да, дуашу, да, саю, да, будисник, эзашка, соудоглю. Остальным моим братьям, сестрам я хочу сказать огромную благодарность. Не забудьте подписаться, оставлять под нашими постами 1-2 комментарий. Если что-то интересно хотите обсудить, спросить, пишите в директ, я обязательно отвечу. Что еще? Если сюгер сагат derler, yagonik derler. Sonra Allah духдю, ошиб сон каинтирдо. Аллахи, биллахи, талахи. Я никого не хотел не обидеть, не оскорбить. Я хотел лишь с вами пообщаться и высказать мнение, то, что я знаю. Где правда, где ложь или нет, решать вам. Вы можете перепроверить, вы можете прочитать. Может быть, мы владеем информацией больше, может быть, кто-либо другой. Да, лук, да, диканс бикам, массарна. Так что с вами был ваш брат Башлам. Не забывайте подписаться, приглашать побольше подписчиков к нам в Инстаграм. Всем моим братьям с YouTube канала, которые с Фейсбука, с Ютуба, которые смотрели, им тоже огромное спасибо. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Адикю.